Привет, Гудзон. Так. Сегодня Fallout новый у нас будет. Ну и сначала лучше возьмемся проходить душную игру Silent Hill. Давай, приятно погулять, приятно погулять. Так. С DPI разобрался. Ну, связки с VPN, кстати, ютубчик работает. Расширение? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. В смысле? Ты сейчас это к чему сказал? Привет, токарь. Так, прикол в том, что без DPI это у меня видео вообще не запускается. Вообще не работает. Не VPN хуёвый, а почему-то именно, ну, DPI не работает. Я вообще хз как так, ну, так. Какого-то черта. У тебя стрим 720. Ну, блин, я хз что сделаю. Могу перезапустить, попробовать. Во, теперь все есть. Окей. Так, 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 так. Так, все есть, да? Ага. Музон, блин. Ну все. Надо бы тоже рамку для вебки сделать такую же, как вот это. Блин, почему у меня вебка тормозит? Что за говно? Кстати, RDR 2 вчера запустил 120 FPS, есть на ультрах 2К DLSS качество. То есть, ну, прикольно. Это very nice. Это very nice. Так, ща. Вроде... А, мать твою. Угу. Так. Все, теперь ничего не тормозит. Чё, как оно? Как дела? Воскресенье. Так. Мистер Сандман.
У меня молнии с ночи ебашут. Это хорошо. Или плохо? Стенка трясется стеклянная. Это плохо. Если так смотреть на вещи, то да. Ой, какая духота. Сразу же, блин, вот эта атмосфера, блин. 12 атмосфер. Уа. Уа. Так, и что делать мне вообще в этой жопе? Господи, блин. Первая часть вообще не была такой душной, как эта. Эта часть просто мега душная. Ну, точнее, ремейк версии этой игры просто мега духота. Я просто не понимаю, что делать. Как бы мне говорят, сходи да, ну, в этот замок, дверь открой, ну, ёпта. Блин, этих фотографий у меня супер дохера. И офигеть, они не кончаются. Они крутятся по кругу. Мать честная. Так. Это вообще без понятия, что это означает. Так, ну, не знаю, даже пойдем в проявочную комнату. Что я тут делал? Тут просто это появилось и все, да? Отсюда я взял, не помню что. Вот мне бы вот сюда как-то пойти. Но нельзя. Я сейчас реально офигею, если, ну, у меня есть ключ, но у меня точно его не было. У меня есть видеокассета. Че это мы двигаемся? Да. Прелюбопытнейшее занятие бегать. Здесь по кругу. Так. А лифт? Слушайте, а лифт работает. А толку от того, что он работает? Он реально так долго идет с первого этажа. По-моему, лифт неисправен. И шкафчик открывать больше нельзя.
Вообще, в лифте было написано, что максимальная, ну, грузоподъемность 1 человек. Да. Производитель лифтов ВО. А еще. Давайте сэкономим на лифте. Владелец этого сраного отеля. По одному пускай, ну, катается. А какого веса одного человека? Ну, если учитывать тот момент, что именно вот такого человека, при том, что мы скидываем вообще все на свете, типа, вот вещи, кассету, там, например, вот лечилки все, пушки, вот эти вот все стволы и прочее дерьмо, и только тогда лифт едет, ну, я хз, ну, может быть, ну, сколько он может весить? И какой у него рост вообще, вот, сложно сказать. Ну, вроде не это, не маленького роста человека, такой 175, может быть, как я, наверное. Ну ты же не хочешь сказать, что типа у тебя какой рост? 185 на 7? Ну ты, блин, ну ты задвинул, ну нихера себе. 185. Шкаф нахуй. Ну я не знаю, блин, вот диванчик какого. А как выяснить, интересно, вот действительно, опытным путем каким-то? Может быть, есть что-то, что... Ну вот стойка регистрации. Ну, блин, вполне себе. Я когда за стойку подхожу, мне примерно так же, не? Я уж точно не вот дышу в этот вот колокольчик ртом. Ну вот мой рост 176, если что. Да чё вы все двигаетесь? Успокойтесь, ёпа. Самый что ни на есть, ну, average man. Нормальный. Атаковать чью-либо стену не собираюсь, как какой-нибудь титан. Ростом 185, ёпта, нифига себе. Так. Я вообще не понимаю. Вот я редко в каких-либо играх, ну вот реально, ну, блуждаю. Но вот тут я вот просто реально, ну, мои полномочия все, как говорится. Я супер без понятия, что мне делать. Что от меня хотят, типа. Я только выбрался вот из этой вот Хидео Кодзима сегмента, где мы стелсом ходим, бродим. А, фотография, лол. Лучше уйти. 25. Да я бы рад уйти, но игра не дает мне этого сделать. Не, ну я буду в супер шоке, если, например, в том сегменте стелса я пропустил что-то. Хотя вроде как я там нормально обшаривал все, смотрел. То есть, ну, прям не это, не пропускал ничего особо. Хоть я и торопился там. Вот, по идее, туда как будто бы надо было бы пройти. А хотя нет. Вот у меня есть кассета. Где кассеты смотреть? На карте же не отмечены
типа, ну, видео плеера. Ну, точнее, ну, где видак есть, вот в ВХС. Где видео Home System? А, подожди, в 201 как будто надо пойти, не? Серьезно? Ладно, попробуем. Так, смотрим. Да, вот сюда. А что там в 201? Что я там еще? Они ногами в текстурах застряли, только жопу видно. 201. Чего? А с какого, простите, перепугу вообще? Почему здесь? А, это та самая ублюдская комната, в которой типа вообще мебели ни хера не было, и вдруг оно появилось? А как это работает? Здорово, Ятро. А, вау. Вау, прекрасно. Ладно, делайте, что хотите, я побежал. Мне на вас сугубо насрать. А вам сюда нельзя. Все, игровые условности. Слишком длинная. Да, она слишком длинная. То есть оригинальный хронометраж был вообще вот такой вот. Ну ты вдумайся, ебать, я играю в эту игру 19 часов нахуй, это пиздец какой-то. Подобная игра не должно быть такой длинной. Ну то есть тот же, ну... Ну, например, тот же Resident Evil... А, ну все. Отель загнивает. Как и весь Запад. Сколько процентов прошел? Ну... Я бы сказал, это где-то 80% сейчас на экране. Да что длинно, это ладно. Не-не-не, это нихуя не ладно. Подобная игра не должна быть такой длинной. Это же survival horror. Survival horror, ну точнее, длинный survival horror, ну, это полная ересь какая-то. То есть, как-то вот привыкаешь к тому, что... Не то, что привыкаешь. Короче, 8 часов, 9, вот 10 максимум. Это вот прям то. Это вот прям то. Короче, тот же Resident Evil, вообще, литерально любой, блин. Он дольше 8 часов, там, 10 не длится вообще, в принципе. Я так ни одну такую помню, чтобы она вот была такой длинной. Ну, практически. Ну, то есть тот же Village, по-моему, длился не так длинно. Или, по крайней мере, он ощущался не, ну, не такой душный, это точно. Вот Village как будто очень быстро пробегался. Да и семерка тоже, в принципе. Потом, и, ну, атмосфера игры еще потом такая, типа, это же, сука, Silent Hill, блин, она же душная, блин. Ну, по своей натуре, то есть ты понимаешь, во что ты собираешься играть. Она душная именно в плане, знаете, чего? Атмосферы вот этой вот депрессивности, типа, безнадеги полной, вот это вот. А то, что вот эта вот игра, она, ну, такая, это, ну, вообще, ну, чести не делает вообще никаким образом. Да, бывает такое, то, что ты такой, блин, вот бы, ну, подольше было бы, и, ну, типа, вот побольше контента. Но не, вот в этой игре такого как-то, ну, не хочется.
Блин, разрабатывал игру несколько лет, чтобы его играли пару дней, ну такое. Ну, тут даже не то, чтобы вот именно... Ну, сам посуди. Типа, вот ты такую игру делаешь, ну, много лет, и потом челики в него играют, и единственное, что они запомнят, это вот то, что она была, ну, безумно душной хуетой. Ну, это же пиздец вообще. Уж лучше какой-то, ну, блин, действительно приятное впечатление оставить человеку, нежели чем гляди, какую душную хрень я высрал. Здорово, Денис. Что за тарелочки? Головоломка такая. Это мы делаем тут. А так, конечно, разработчики-то понять можно. Типа, глядите, я сделал много и вкусно, но тут как бы много и душно. А что не так? А, в смысле? Чи? Во власти сна совсем одна. На скальном ложе кто поможет? Это русалочка. И чё? Не понял. Безмолвно плакала она одна, и принцу не жена. Разбито сердце навсегда? Чему такая жизнь нужна? Ну, это вот, по-моему, та, что слева, с птичкой. Или... В темный час ночной, часов услышав бой, бежала она прочь, одна в глухую ночь. Ну да, это вот Золушка. А, я в тайминг попадать должен. Ебать. Здорово, Наджайзер. Сегодня Тактикс? Да, да. Сегодня днем разбирался с ним. Типа... Короче, единственное, что придется, это, ну, играть в него типа в разрешение 1200 или типа того. Потому что при разрешении 1920 на 1080 там, ну, весь, ну, этот, как его, интерфейс становится, ну, милипиздрическим, вообще невозможно смотреть, что читать-то. Ну, я прям нашел супер прикольную, типа, версию, ну, пак, там, с озвучками, там, 1С, короче. Ну, прям очень красиво. Вкуснота будет. Среднюю влево, правую середку, левую середку. Не, тут тайминги, ты не понял. Задача. Дать по уму. А. Тогда, типа, раз, два всего. Вот она как будто дольше всех ездит. Белоснежка, по-моему же, да? Ей давайте сделаем оборотов 6. Раз, два, три, четыре, пять, 6. А Золушка, ну, она как будто бы на четверку. 2, 3, 4. А ладно, еще короче, что ли? Тогда тут раз всего. Тут 5. Тут 2.
Ну, с этой я угадал средний. 5. Тут. Я не понял. Вообще не трогаем тогда. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. А. Ты только обучалку обязательно пройди. Там все, что может игра показывает. Понял. И в тактик можно делать не пошаговый бой, а реал-тайм. А я играл с реал-тайм, он становится совсем другой игрой. А что надо сделать? Ну, как будто бы попасть в тайминг. Вот тут я сделал раз, два, три, четыре, пять. Это русалка идет. Такие однерку надо. А вот тут я сколько ставил? 1, 2, 3. 1. Давайте попробуем. Вот, 1. А вот это... это так я скорость им ставлю. Так. Оп. Ага. Вот 1, 1, 2. Один, один, один. Господи, всем по одному надо было всего-то. Наконец-то третий этаж. Музон. Пам-пам-пам-пам. Бенгер. Ну да, изи, оказывается. По одному всего лишь надо было. Ну, я просто начал усложнять себе, думая, что надо прям подгадать. И я думал, эти ключи... А где труп? Отвечает за скорость открывания двери. Оказалось наоборот, за скорость именно фигурок. Все трупы пропали. Так, ну что ж. Наблюдательная палата. Короче, в 312 мы зайдем в последнюю очередь. Надо все комнаты осмотреть сначала. Угу. Мне не дадут пройти. Меня вынуждают пойти в 312. Понимаю, хорошо. Сейчас видос будем смотреть, ребят. Домашнее видео. Устраивайтесь поудобнее. Со следами рук. Ну что придется, пришлось. Как-то он ее криво вставил, видели? Оно вот как-то вот так зашло. Ну и лицо. Да. Это лицо любого игрока, который играет в эту игру. Ничего себе. Опять снимаешь? Да хватит уже. Не знаю даже, но мне тут так нравится.
peaceful. Здесь очень спокойно. You know what I heard? Знаешь, что я This слышал? whole area Что used тут to be a раньше sacred place. было священное место? I think I can see why. Думаю, я понимаю, почему. Кладбище Too bad we have to индейцев, наверное. leave. Так жалко, что пора уходить. Promise you'll take me again, James. Пообещай, что мы вернем сюда еще, Джеймс. Вот это монтаж. Че, Джеймс сам монтировал это видео? Ну да. Она, короче, типа жестко сильно болела и что-то в этом роде. И Джеймс ее придушил подушкой, потому что она мешала ему стримить. Часто кашляла. Ну а так, если честно, ну типа, чтоб не страдала. Понятное дело. И тут он типа вспоминает, что ли. Хотя он всегда это знал, наверное. Hey, there you are. О, да Do you know ты where что? Mary is? Че, нашел Мэри? Come on, Ну ты чё? talk to me. Поговори со мной. Mary's gone. Мэри больше нет. She's dead. Она умерла? Liar. That's a lie. No, Ты врешь. Это ложь. it's the Нет, truth. это правда. She Она died because she was sick. умерла от болезни? I killed her. Нет, это я ее убил. Killer! Убийц! Why'd you do it? Зачем ты это сделал? hate you. Ненавижу тебя. I want her back. Верни ее мне. Give her back to Верни. me. I knew it. Я так и Didn't знала, care about her. что ты ее не любил. I hate you, James. Я тебя ненавижу, Джеймс. I hate you. I hate Ненавижу. you. Хейчу, хейчу, говорит. She was Маленький always хейтер. waiting for you. Она тебя так ждала. Why? Ну и за что? Why? За что? Почему? I'm sorry. Mary, you know, Прости isn't меня. here. Мэри, которую ты знала, ее больше нет. Вот так вот. Вот и мы в темном мире. Все. Сейчас будет вообще полная суетология. О, да ладно, Мэри выходит на связь. Джеймс говорит. Mary? Мэри? Джеймс. Ты где? Я жду. Я тебя жду. Поторопись, пожалуйста. Ты меня не любишь, Джеймс? Почему ты еще не здесь? But where? Ну где, ёпта, куда? Where are you? Где ты? Ты совсем рядом. Пожалуйста, не сдавайся. Не бросай меня тут, Джеймс. Джеймс. Мужик поехал, короче. Да. Врубай Tears Symphony, Tell Me Why. Tell me why. А, это Backstreet Boys, но... Tell me why. Ну, вот такая вот жизнь она. У чувака. Но я не помню, это было правда или нет, то, что он ее придушил подушкой. Но, по-моему, нет.
Вот это, по-моему, как раз таки его, ну, типа, не то чтобы его, а именно Темный мир, типа, создал такую, типа, проекцию того, что он, типа, якобы ёбнул ее. Ну, по факту, все зависит от того, как ты пройдешь игру. То есть, в оригинале как было? В оригинале все так же, в плане видеокассет, типа, показывать тебе такой пиздец лютый. А если пройдешь натрушенную хорошую концовку, то показывают, что она умерла от болезни, и, ну, Джеймс находился рядом с ней, и все прошло чин-чинарем, типа. Все было прекрасно. И потом, как бы, жена говорит Джеймсу, чтоб не переживал и жил дальше, и, в общем, найди себе другую Пусси. Вот так вот. Но здесь как это обыграется, я, ну, хз, если честно. И непонятно, на какую концовку я иду. Вот тоже важно понимать. Вроде бы все делаю правильно, вроде бы, ну, как бы, все прекрасно. Даже в том плане, что я держу себя в голове, что оригинал, он в плане подхода, какая концовка будет, имела, ну, такие вот штуки по типу, ну, даже, например, там такие моменты засчитывались, как часто там, например, на Марию нападают и как она много урона получает, что-то в этом роде, до жены. Это тоже делать надо. Но хотя я в оригинале этого, ну, по-моему, не делал. Умер по расписанию. Блин, мне опять отлетало, что ли? А это сижу, рассказываю крутые вещи. Но я думаю, Денис все услышал, что я хотел сказать. Он-то на ВК сидит. А на ВК-то не вырубается там ничего. Подумать, думать. На ВК ну, стрим реально не вырубается, по-моему. Блин. Ну, типа, окей. Да ёлпала. Только дела поделать собирался под твою болтовню. Серьезно? У тебя тоже отрубился ВК? Мой стрим отрубался? Блин. Тогда я беру свои слова обратно. Все плохо, ребят. Нет гавани. Во, все. Нет гавани спокойного интернета в моей жизни. Только дисконнекта. Срать вечно. А, эта дверь закрыта с другой стороны. Мы не падаем. Ага. Если честно, вот даже в этом темном мире, мне кажется, как-то даже спокойнее, что ли. Вообще ни одного монстра не вижу. Музыка такая, типа, ну, успокаивающая, что ли. Как будто бы сейчас зачилим жестко, навечно.
Так, ну, как я понимаю, этот ящик типа тяжелый. Его надо пододвинуть к трещине, чтобы все нахер упало. Я уж подумал, я вместе с этим ящиком падаю вниз. Не прыгай, блядь. Не прыгай. Спасибо тебе. Ух, эти катсцены. Я иногда их реально боюсь. В том плане, что за меня вот возьмут и решат, что я хочу вниз спуститься. Так, ну тут все я смотрел. Я те двери хотел проверить, поэтому не хотел прыгать вниз. Но, по-моему, сейчас дадут этот гаечный ключ, который вот внизу лежит. Капец, он здоровый, блин, вообще какой-то такой неестественный. Им, по-моему, реально можно орудовать. Ну, я так думаю. Ну все. Дальше суета, я уверен. Сейчас какая-нибудь мразь набежит на меня. Нет. Так, где? Так, туалет. Давайте туалет заценим. С вами Елена Летучая. И это обзор на туалеты. Угу. Так, зайдем сюда позже. Опа. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Даже книга говорит помыться. Но я мылся. Это скорее относится к другим фанатам серии этой игры. Так, подожди-ка. А я окна-то не пробовал открывать? Не, без толку. Tell me why, tell me why, хорош по сортирам шастать. Но я же Елена Летучая. Это мое призвание. Я запрещаю людям срать, а также разрешаю. Типа, знаешь, такой, типа, смотрю на туалет и говорю, вот тут разрешаю срать. Не понравится туалет, я говорю, запрещаю срать. Вот такая вот жизнь. Вот так вот и живу в этой игре. Даже в главном меню есть туалет. Ну, то есть, это фишка главной игры. Ну, главная фишка игры. На самом деле игра не про то, что мужик хочет найти свою мертвую женщину и типа проститься с ней по-нормальному, по-человечески. А про то, что он, ну, смотрит на хорошие туалеты и плохие, и, соответственно, набирается опыта, чтобы в дальнейшем запрещать людям срать или разрешать, в принципе. Такая вот история.
Наконец-то понял смысл игры. Да. А ведь немногие поймут. И тут надо смайлик этот вот. Точнее, мем этот грязный с этим ебалом ехидным, который типа... Не все поймут. Они, она. Так она не бинарная, что ли? Столько страданий. Я уже не знаю, была ли от них какая-то польза. Был ли в них какой-то смысл. Не знаю, есть ли в этом обретении, в обретенном понимании, можно ли из этого что-то вынести. Этот вывод предстоит сделать вам. Надеюсь, вы его сделаете. Мой вывод такой, что здесь туалеты грязные. А чистые мы не увидим в ближайшие часов 5, наверное. Ну, может, 3. Ладно. Вообще не скоро, я скажу. Тут убирать и убирать. Блин, я бы хотел посмотреть на этих самых... короче, видео на ютубе, где... Ну, знаете, есть же каналы, где... какая-нибудь кучка челиков по типу филиппинцев, типа хуярят, убирают грязные квартиры и все такое вот. Их бы сюда закинуть, они бы охуели, наверное. Ну, типа, просто сожгли бы нахуй это все просто. И сказали мы снесли дом. На этом все. Конец видео. Блин, прекрасно было бы вообще. Ну, подозреваю, что надо... А я где? Я на втором. А, я в подвал. Окей. О! Просто не сидим. Но надо оставаться в настроении в ударе, блин, только так, только так. Не, приседание это уже за сумасшедшие суммы доната, типа... Резко. Да я мне не сказал, что резко. Машина уже заведенная. Я все-таки до начала этой игры занимался всяким. Ну, например, ходил по квартире там. То налево схожу, то направо схожу. Баллон с водой поподнимаю. Да. Ну, довольно-таки активный образ жизни, я бы сказал. Ну уж точно поактивнее, чем у многих других людей. В особенности, которые живут в Америке, это точно. В Америке там же вообще пиздец. Они не то чтобы ходят, они на машинках маленьких катаются по типу Марио Карта, нахуй, но... но немного другого дизайна и предназначения. Они там не гоняют прям, ну,
гонками занимаются, ездят там по квартире, опять же. Сейчас бы гнилой запад ориентироваться. Не, я не то что ориентируюсь, а же наоборот их этого, как бы это сказать, ругаю их, понукаю в том плане, что вот они-то вообще не двигаются, а я же двигаюсь. Я бы тоже на них катался. Не, ну если ты в хорошем состоянии от здоровья и веса, то да, конечно, пользуйся, катайся. Минуса в этом не вижу, но если ты типа, ну... Но если ты машина без бензина, то ехать на буксире такое себе. Все-таки, ну, машина должна сама ездить, так сказать. Think about it, think about it. Да, сейчас какой-то полный outlast происходит. Хата горит. О. Mama? Мама? Mama, Мама, I was я looking for you. искала ж тебя. You're the only one left. Осталась только ты. Maybe then I can finally rest. Может быть, я смогу Мама. наконец-то отдохнуть, мама. What's wrong? Да что не так? Wait, Погоди-ка нахуй. you're not my mama. Ты ж не моя мама. It's Это... you. Это же ты, блин. Видать, мать ее пол меняла несколько раз. Уже трудно понимать. Right. Ну, думаю, ты была права. What we're looking for То, чего мы ищем, not here. здесь нет. Not anymore. Больше нет. На токаря похож, кстати, Джеймс. Пипец. Спасибо, что ты мне тогда помог. But I wish you hadn't. Но ты зря это сделал. Even Mama said it. Даже мама говорила, I deserve what happened. No. что я заслужила то, что случилось. Нет, Анджела, это не так. Don't pity me. Да не стоит меня жалеть. I'm not worth it. Я не стою этого. Or maybe you think you can save Ну или me. ты думаешь, что сможешь спасти меня? Will you love me? Что сможешь полюбить меня? Ну нахуй. Care В for ней me? так много красных флагов, что я ебал. Heal all my pain? Окружишь меня любовью, слишь мои раны. That's what I thought. Так я и думал. James, Джеймс. give me back the knife. Дай-ка мне нож. No, I won't. Не отдам мне. Saving it for yourself. Чё, он тебе самому нужен, что ли? Have it your way. Ну как хочешь. It doesn't change anything. Это ведь ничего не изменит. It's hot as No. hell in here. Здесь же чертовски жарко. You see it too? Ты это тоже видишь? For me, it's always like this. Ну, у меня вот всегда так. О, мы в ее мир попали, вот. То есть она в каком-то всегда вечном пожаре жила, что ли, типа в этом Silent Hill. Ну все, Анджела пошла
Роскомнадзорец. Сейчас пойдет заблочить Дискорд. А может и YouTube. Хотя YouTube уже заблочил. В общем, да. Но, блин, в оригинале вот эта вот сцена с Анджело, честно сказать, была, ну, выглядела намного как-то драматичнее, что ли. Она как-то прям... А тут просто отдай мне нож, нет. Ну и я пошла тогда. Давай, все, пока. Вот и поговорили. А там как-то, ну, знаешь... Видно было, что... Не знаю. Как будто бы актеры немного не доиграли. Слегка не доиграли. И хронометраж этой сцены как будто урезанный. Хотя им стоило бы урезать вообще в принципе всю игру. А таким вот сценам, типа катсценам подобным, типа, ну, ключевым, уделить куда больше времени и средств. Хотя вполне себе, ну, все, конечно, было на уровне. Блин, я, может, смогу ее ушатать... Не, ушатать-то я ушатал, но почему она упала вдруг? Это вызывает вопросы. Но я надеюсь, какие-то концовки другие есть. Посмотрим. 312 нужно вычистить. Так я там только что был. Вот. Хитрость такая. Вырубаешь фонарик и подходишь и бьешь. Темную называется. Вам когда-нибудь в жизни устраивали темную? Мне нет. Иначе я бы тут не сидел, я бы умер. Вот я устраиваю темную. Ну, в игре имеется в виду, а не в жизни. Но с этой игрой реально дурканешься. Надо бы ее запретить, знаете. Надо показать эту игру Мизулиной и сказать, что тут Анджела пошла по лестнице наверх умирать. И она такая, ебать. Реально? И она такая спросит, а для чего она просила нож? Ну тут как бы уже типа две концовки будет, типа заблочит игру или нет. Если сказать, что она пошла типа готовить еду и плита подгорает, то он скажет, а, ну нормально. Но если сказать, что она хочет, ну типа наложить на себя руки, то игра будет заблочена. James! О, Мария! Нифига себе. Leave her alone. Не трогайте ее. Leave us both the hell alone. Оставьте нас в покое. Блин, ее убивают и убивают. Вот это нормальный крик был сейчас. Не, они, вот тут сейчас прям, да, эмоции были хорошие. Прям как Поднебесный, когда ему секса не хватало. Прикиньте, это вот был последний шанс у него, ну, сексом заняться. И она только что умерла. Все.
Теперь будет Файтанама. I know what you are. Я знаю, кто вы I know why I и need. зачем вы были нужны. But it's all over now. Но все кончено. I don't need you anymore. Вы мне больше нахуй не нужны. Они такие, ты, сука, уверен? Типа, подходит ко мне. Ну, давай, давай. Я готов. На, сука. Дерьмо. Так. А, я рано. Дерьмо. А, тварь гнилая. Да, дерьма кусок. Тихо, бояра. Бояра. Дерьмо. Бояра. Дай, бояра. Сейчас он кинет. Ладно. Блять. На. Да ёбана бобана. Ну, это ваш выбор. Я вас к этому не принуждал. За вас. Все, готово. Алое яйцо. Ржавое яйцо. Скинул скрин Мизулиной. Правильно. Всё. Надо блочить эту игру. Это манга. Не, это олицетворение того, что мы вернули себе свои яйца. Как бы одно алое, типа, а другое ржавое. Ну, то есть это конкретно тестикулы нашего главного героя. То есть одно алое яйцо у него от того, что он, ну... старый, а другое алое, потому что, ну, он давно не занимался любовью, так сказать. Все очевидно.
Да, вроде одинаково. What do you want, James? Что ты хочешь, Джеймс? Цветы? Мне не нужны цветы. I don't want any damn flowers. Проклятые цветы, говорит. Go home already. Просто иди уже домой, а? А, это он типа навещает ее в больнице. Видишь? I'm disgusting. Я отвратительно. Between the disease and Из-за the болезни и drugs, I look лекарств like я a стал monster. каким-то чудовищем. Well, what are you looking at? Ну что ты смотришь? Get the hell Вон out отсюда. of here. Leave me alone already. Оставь меня уже. I'm no use to anyone. Кому я такая нужна? I'll be dead soon Все anyway. равно я умру скоро. It'd be easier if they just. Лучше бы меня просто убили. But I guess the hospital. Хотя в больнице же надо зарабатывать. Why are you still here? Ну почему I ты told еще you to здесь? go. Говорю уже, иди. Не, я не пойду. Are you deaf? Ты чё, глухой? Don't come back, Да и больше не приходи. James. Джеймс, Wait. погоди. Не уходи. Don't go. Пожалуйста, не бросай меня. Don't leave me alone. Не оставляй меня одну. I didn't mean Я what I сама не said. знаю, что говорю. Please. Пожалуйста, Tell me скажи, что все будет хорошо. Что я не умру. I'm gonna die. Помоги мне. Help me. Ну все, идем. Вот так вот. Вот так вот. Не, то, что было на видеокассете, это был точно фейк. Ну, он не убивал ее. Бред полный. Этого не было. Это лишь то, что, возможно, он иногда воображал и хотел сделать, может быть, когда она сильно страдала моментами, типа, ну, чтобы она больше не страдала, но по факту она, ну, не умерла от подушки. Теща подкинул. Жестко. Закинули. 10 патронов. Ух ты, как щедро, а. Внешне правят разумом. 26. Стоп. Ну-ка, давайте посмотрим. Лучше уйти. 25. Подождите. Они в обратном порядке типа идут? Сколько народу? 1. Ну-ка посмотрим. Типа посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Бля, не все нашел. Ну все, пиздец, плохая концовка, видимо. О, как же нас щедро сыпают патронами. Короче, все, да. Сейчас будет last fight, последний босс. Это будет Мэри. Будем сражаться против злой версии Мэри. И в общем, да. Silent Hill, считайте, уже вот заканчивается. Внезапно, резко, кстати, как-то он закончился. Мне казалось, вот еще будет что-то, ну, они растянут как-то, но они как будто бы такие подумали вдруг резко. Блин, что-то мы намудрили, давайте заканчивать. И очень быстро, резко, ну,
подвели к концу игры. Переход какой-то как будто неплавный произошел. О, да. Оно, ребята. Это оно. Блин, вот это мы дышим. Mary? Мэри? I have missed you so much. Я так по тебе скучал. I've missed you too. И я по тебе. We can finally be together. Наконец-то мы будем вместе. Forever. Навсегда. И Джеймс такой: погоди-ка. No. Нет. James, Че? Джеймс? honey, Ты че, родной? what's wrong? I'm sorry. Прости меня. I know you tried, Я знаю, ты старалась. Please. but she's Джеймс, gone. дорогой, но ее больше нет. I know that now. Теперь я это знаю. Не говори так. Я больше не могу обманывать Shut себя. up! Замолчи. What do you want? Чего тебе не хватает? Do you even А, это Мария? Ты хоть сам понимаешь? I'm yours. Я твоя. I'm here for you. Я рядом. So what Какая if I'm разница, not что her? я не она? I can give you what Я she дам тебе never то, could. что она не I can be могла. better than her. Я буду лучше, чем она. В смысле это Мария? What else do you want me to Чего еще ты от меня хочешь? do? What else can I be? Что я еще могу сделать? I Мне очень жаль, Мария. sorry. Maria, Правда. I really am. But this Но has дальше to так stop. нельзя. It's time to let it go. Пора отпустить прошлое. No. No. What? Че? I won't let you do Я this to тебе не me. позволю. I won't let Я you go. тебя не отпущу. I can't. Я не могу. Ух ты, нифига себе резко. Окей. Едрить ты интересно двигаешься. Бэра. Опа! Не поймаешь? Твою мать. Опа. Так, винтовку сохраняем. Сейчас перейдем на пистолет. Ай, твою мать! Тихо. А, твою мать.
Ёб твою мать, вторая фаза подъехала. О, и другая локация. Реально? Так, что-то новенькое. Ну где ты там? Давай уже. Дробаш возьми. Не останавливаемся, двигаемся все время. Так, винтовку достанем сейчас. Вот с винтовочкой поработаем. Твою мать. Еб! Твою мать, нихуя! Да, ёп. А, я баба, баба. А, так они уничтожаются. Готово. Не почувствовал, так сказать.
Контрольный голову. I miss you so much. И так тебя не хватает. I tried. Я старался. I really did, but I can't. Честно, но я не могу. Just Просто go on without you. не могу жить без тебя. I can't forgive myself for Я не what I've могу done. простить без себя за то, что сделал. I know this isn't what you would want, Знаю, ты бы хотел другого. but I guess it doesn't matter Но anymore. какая теперь уже разница? You- Тебя? You're not here, Тебя нет. are you? Так ведь? Кажется, здесь зря я контрольную голову дал. А, лол. В смысле? Там труп? Там маленькая похищенная девочка? Не, да нет, ты чё? In my restless dreams, I see that town, В своих беспокойных снах я вижу этот город. Silent Hill. Silent Hill. You promised you'd take me there again Ты обещал, someday, что когда-нибудь снова возьмешь меня туда. but you never did. Но ты так и не сделал этого. Well, I'm Ну alone что ж, there теперь я now, здесь одна, in our на special нашем place, месте, в нашем waiting for you особом to месте. come and see Жду me. тебя. Это он с трупом своей жены You прыгнул never туда, did. по-моему. А ты не приезжаешь. So, I А я wait, все жду в коконе из wrapped боли in my и cocoon одиночества. of pain and loneliness. I know. I've done a Знаю, я terrible испортил thing to тебе you. жизнь. I wish I could change Как бы я that, хотел это but I изменить, can't. но не могу. I feel so Я pathetic, чувствую себя такой ugly, and жалкой и lame. уродливой. Every day I Я stare целый день at the смотрю на cracks in the трещины на ceiling, потолке. and all I can think И думаю, about как is же все это how несправедливо. unfair it is. The doctor came today, Сегодня приходил врач. told me I could go home for a Сказал, что short мне stay. можно ненадолго поехать домой. It's not that I'm getting Не потому, better, что мне it's стало just лучше. that Просто, возможно, потом уже this будет could be my поздно. last chance. Even so, Я все равно рада, I'm glad to be что еду home. домой. I missed you so much, И так по тебе скучала. I'm No, afraid. Мне James. страшно, Джеймс. Это плохая концовка, I'm кстати. afraid Я you боюсь, что don't ты не really хочешь, want чтобы я me to come приезжала. home. Every time you come to see Когда ты me, I can приходишь, я tell вижу, how как тяжело hard it тебе is это on you. дается. I don't know if you hate Не знаю, me. это ненависть или жалость. Maybe I just Может, я вызываю у тебя disgust you. отвращение. I'm so sorry. Прости меня. Пожалуйста. first Когда я learned только I was узнала, gonna что die, I умираю, couldn't то accept не it. могла это принять. I was so Я злилась и angry. срывалась на I struck близких, out в at первую очередь everyone на I тебе. loved. Especially you. And that's why I Я, кажется, understand понял, if что you надо hate делать. Если ты me. меня не возненавидел, But I я want тебя you не to винил. know, Но знай, I will always, я всегда буду love тебя you. любить. even though our life together Несмотря had на to то, end что like this, как закончилась I наша still история. wouldn't trade it for the world. Я бы ни на что ее не променяла.
Нет, плохая концовка. Well, this Ладно, letter has gone on письмо too long. уже и так длинное. So, Пора I'll say прощаться. goodbye. I told the nurse to give that Медсестра to you даст after тебе I'm это письмо, gone. когда меня не станет. Which means that as Это you're значит, reading this, что если I'm ты его already dead. прочитаешь, я уже мертва. But that's okay. Но это не страшно. I'm Я not afraid больше не of it боюсь anymore. смерти. I just hope the Хочется, pain чтобы will боль end прекратилась soon, скорее. so that you Нет, там есть remember другая me for концовка, who I чтобы ты was, запомнил меня такой, какой я была. not what the disease made А не me. тем, во что меня превратила болезнь. I want you to go Пожалуйста, on. смотри в будущее. I want you to live Я хочу, чтобы ты жил for yourself ради себя and for others, и других, like you did for me, как жил ради меня, James. Джеймс. You made me happy. Я была счастлива с тобой. Ну... Мне кажется, я прошел на плохую концовку. Это хорошая концовка. Видишь, Джеймс не убивал, он себя просто надумал, находясь в боли от утраты. Не, как раз таки от того, что я дал контрольного ей в голову, ну, они как бы, ну... Получилось так, что он вот плохо как-то. 67 тысяч километров я прошел. Пиздец. Взято расходуем предметы, взято записок. 50 раз умер всего. Разбито окон. Получено урона. Врагов убито 419. Убито в рукопашной. Да. Концовка в воде. Прохождение первое из 8. Вы открыли режим новая игра плюс, к которому вы получаете доступ к дополнительным предметам, режимам графика и концовкам. И теперь... Слава богу, не туалет. Слава богу, не туалет. Ну, давайте попробуем еще раз. Сейчас я попробую не стрелять ей в лицо в конце. Просто подожду, как, ну, она умирает. Это... Музыка... Блин, какой Кодзима? Блин, это как его? Акира Ямаока. Удивительно, но мне дают именно начать отсюда, это прикольно. Я в гениях не разбираю. Ну да. Кира Ямаока такой довольно-таки талантливый композитор. Музычку он написал, очень балдежный. Правда, он здесь как будто бы по минимуму участвовал. Если бы я жил в Японии, меня бы тоже Кира звали. Да. Имя-то крутое, блин. Во всех смыслах.
Просто побудем с ней рядом. James. Ну что такое, Джеймс? James. James. А тут типа уйти нельзя, по-моему. Только стоим. James. Ну, постоим, подождем, не знаю. Хотя, мне кажется, вряд ли дадут что-либо другое сделать. Походу, игру надо действительно проходить несколько раз. А я вот не помню. В моем первом прохождении Silent Hill 2, когда мне писали, что я прошел на лучшую концовку. И там, типа, народ удивлялся, типа, как ты это сделал. Там он сделал то же самое или нет? James. Я уже, типа, смутно помню. Можно будет промотать тот момент, посмотреть. Ну, отличие. James. Просто эта штука в чем? Типа, James. мне музыка вот в конце вообще не понравилась. Какая-то она была, ну, довольно-таки James. мутной, темной. James. Так. Может, взглянем на фотку последний раз? Типа, как-то вот так. James. Сходств не вижу. Так вот. Не. О, James. да блин. Не удается как-то поймать. Вот так. О, почти. James. James. Ну... James. James. А может, трубой? Ну да, одинаково. Так, ну... А что будет в новой игре? Плюс. Сложность боев. Допустим, так. О, жесть. Какие же тут режимы просто ублюдские. 90-е. Ну, давай так лучше. Или давай вот как-то... О, все, типа я играю в пиксель. Или... Да, в пиксель. А что если эту игру пройти нам, ну, типа 8 раз? Как вы на это смотрите? Ядрить, ну и шейдеры, конечно. Да, нормально, нормально.
Блин, он квадробером стал. Да, быть квадробером трудно. Блин, какой же шикарный графический фильтр выбрал. Mary. Could you really be in this town? Не, в пизду, мне это просто вырви глазно. Слава богу. Ну да, да, я. А на заднем сиденье же ничего нету. Да, и кстати, вот интерфейс типа ретро сделано теперь. То есть меток никаких, блин, не будет на прям. Это вообще жопа. Вот. Спидранеры, они вообще как вот к этой игре, ну, нормально они там проходят ее, интересно, или как? Не, ну вообще, типа, смотрите, у меня уши, у него уши, все вообще как бы я такой уже, ну, вжился в эту тему, все. Я косплею главного героя игры. А может попробовать вообще никого не убивать? На пацифиста типа. New Game Plus. It's like someone's groping around my skull. А, погодите, а я могу? Я, наверное, могу. Да, я прям в игре могу менять. Да ты чё? Так, не, ну тут я хочу быть собакой. Excuse me. I'm sorry. I was just. Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Да. Yeah. На вечеринку квадроберов пришел Is this the я. right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But I think you should stay away. This Ну да. this town, there's something. Спидрун, спидрун. По новой решил? Ну как? Зацените вообще, что новая игра плюс предлагает. Плюс видишь я какой. А погоди, а что у меня есть вообще? Письмо от Мэри. Жду тебя в особом месте.
М. What the fuck? Не, ну сыграть на пацифиста не получится. Сорян, ребят, ну я походу это, ну все. Ща буду ебашить. Блин, еще какие тут вещи новые могут быть, типа стволы всякие новые, наверное, да? А прикиньте, М-ку подложит. Автомат. Ну прям должно быть, как будто автомат. Помнится, в третьем Silent Hill вообще световой меч давали, типа Звездных войн. Hello? Anyone in here? Так, персонажа. Что за ш... Дел так, персонажа. Ты имеешь в виду Анджелы, что ли? Ну, блин. Блин, а модеры ведь могут такую хуйню сотворить вообще изи. Блин, в контексте Дилдака представь себе всю вот эту вот сюжетную линию Анджела, просто представь. Это очень смешно. Лежит она такая сначала перед зеркалом, там типа дилдос вертит там. Потом нам будет угрожать дилдаком, типа. А потом... Попридержи это для меня, говорит. А мы такие берем дилдак в руки. Рассматриваем его там. Да, это мощно было бы. Блин, вот это, конечно, такая тема. А как выглядит современный? Кутуе? Прям Кутуе есть в этой игре? Что нахуй? А, наверное, когда монстры нападают. Не, прикиньте, во время, ну, катсцен было бы Кутуе. А я этого не знал, типа. Потому что по умолчанию играл. Короче, чисто по крови идем. По-моему, кровь где-то тут, не? Да. What is this? What is this?
Hey, wait. Погодите, мне нужно задать вам лишь пару вопросов. Лишь парочка вопросов с помощью бензопилы. Блин, как же быстро можно, кажется, пробежать. Вы помните, как я все исследовал и так далее? Я до этого момента дошел, ну хуй знает, может быть, в 30-й минуте или типа того. Ну все, сейчас. Stay back. Да какой что за... Бензопилу бери, лол. Вот и все. Капец, бензопила мощная херня. Оно просто уничтожило его. Whatever it is, it's not human. Грязный шприц. Where are you, Mary? Is that? Угу. Разбежались, ёпта. В городе новый психопат с бензопилой. Куда? Вот и все. Здорово, здорово. Что, прошел Сайлент, да? Вот теперь хожу, развлекаюсь с бензопилой. Вообще, балдеж. Бензопила, конечно, меняет игру. Теперь я... никого не боюсь. Да как бы и до этого никого особо-то не боялся, но тем не менее... ну, бои теперь не такие уж душные. Ты смотри, просто все обхожу. Вот. Наказываю. Или вот этого я сейчас не понял. Че, как выходным провел? Да хорошо. Ну, я стримил уже, в основном вот с вами сидел. Вчера хоть немного времени провел с семьей.
Там фильм какой-то смотрели с Томом Хэнксом новый. То ли Отто называется, то ли что, но главный герой зовут Отто, и это Том Хэнкс. И он такой весь... ну, типа хороший. Он там типа такой говорливый старикан, который всех поучает, всех учит. Что хорошо, что плохо. Ну и фильм про это. Мой ужасный сосед. А, он так и называется. Я думал, Отто называется. Просто Отто. Или это наши так перевели, наверное. Ну, слава богу, типа, ну, не как достать соседа или что-то типа того. Прикиньте, назывался бы как достать соседа. Вот это угар, конечно, был бы. И все такие бы думали, ёпта, это чё, экранизация игры? Это фильм по мотивам игры «Как достать соседа»? Это реально? Куда? Ах ты, блядь, какая-то. Да, блин. Чё ж ты, ё-моё, Джеймс, сразу, ну, типа, с бензопилой-то не приехал в этот город? Как же это сильно упростило нам жизнь. Скример. Извините. А, и где-то я должен найти кнопку 2. Господи. А кнопка 2 была в очке. Охуеть, я помню. Жесть. А очко это было в квартире каком-то. Да. Сейчас записали. И пошли. Если так подумать, эту игру можно прям реально, ну, быстро пройти, наверное, если все знать, конечно. Ну, опять же, ну, типа такое. Типа, каждую игру можно очень быстро пройти. Ну, а так, типа, не знаю даже. Может быть, как челлендж можно было бы действительно такое оформить. Типа взять и попробовать пройти игру, но... Может быть, да. $10 часов. Вот не знаю даже, кстати, за один стрим возможно это сделать или нет.
Вряд ли. Ну а так потихоньку прям что-то такое, да. Ориентируюсь, что куда идти. И бензопила тут прям очень кстати. Она тут прям очень органически списывается, я бы сказал даже. Ну что ж, пойдем. Бензобак бесконечный. Так это же плюс. Минусы. Где минус? Минусов нет. Все прекрасно. Так, а как я туда заходил? По-моему, через какую-то квартиру. А. Пятая хата. Да, бензопилой таракан это сильно, это сильно. Как вы боретесь с насекомыми? Я рад, что ты спросила. На подлете, прикиньте. Вот он, этот жалкий таракан. Убит мною с помощью бензопилы. В полете. Это уметь надо, да. Это вам не хухры-мухры. Так, квартира номер 5. Ну да, надо бы запилить его. Это ты мне хорошо напомнил. У меня есть с ним, так сказать, старые счеты. А, это 5-е. Я что-то не понял. У меня, если что, интерфейс стоит ретро, поэтому нет никаких индикаторов вокруг. Хотя стоило бы поменять, наверное, потому что, ну, будет сильно мешать. Давай, не ссы, нормально все. Уф, нагулялся.
Что за кринж с маской? Это не кринж, это новый техасский, точнее, сталинхиловский этот маньяк с бензопилой. Ох, еба. Это комната ваша, чат. Давно не убирались. Да. Ща пойдем. Довольно-таки быстро, кстати, прохожу. Вместо скальпа человека, как скальп собаки. Ну так это типа, ну... дань уважения квадроберам. А то их всех хейтят, а никто им, ну... так сказать, ну... не то чтобы спасибо не скажет, а просто... а чё за лаги? Капец. За 300 рубасок 40 лет, как в трансе я вожу по трассе головые массы. Снова сев в кабину, я мотор включаю и говяжки ваши откачаю. На зеле запомним, чем убрал и моча. Зачерпала, хватай и насос подключай. Смрад разнесся по дворам, аж больно глазам. Может быть, я колеса духами обдам. Не скажу я, чтоб ты знал, ты много насрал. Навалил как турист, что бананов сожрал. По трубе стекает кал, и я закричал. Наконец-то я все говно откачал. Пластинка сломалась. Хорошая была песня. Максим звучал. Это их была любимая песня, кстати. Если вы не знали. Максим говнобосс.
Роблокс удалила мне, мама поздно ремень достал, папа может, донатить не надо. По 100 тысяч с кредитки отца Роблокс удалила мне, мама поздно ремень достал, папа может, донатить не надо. Ремень слишком длинный, не видно конца. Не видно конца. Бедный таракан не успел убежать. Здорово! На, ёпта. Куда против паровоза? Концовка близко. Да я игру прошел давно. Это новая игра плюс. Если чё. Да ну, да, такие дела, такие дела. Поэтому я нахожу такой в этой маске. Поэтому у меня в руке бензопила. Супермаркет. А, зачем? Сейчас сохранимся и пойдем в этот Fortnite. А, точнее, Fallout. Реально? Да. Капец, я быстро прохожу на самом деле. Типа, если знать, что к чему, конечно, очень быстро проходится игра. Я вообще, ну... Тупо лечу. На 31 минуте я уже внутри жилого комплекса Вудсайда. А тут я был... ёпта, даже не знаю. Когда 3-4 Fallout. Но после тактиксов, конечно. После тактиксов. Так, давайте-ка я кое-что проверю быстренько, пока не расстались с Silent Hill. Так, хочу просто глянуть, как выглядела концовка в оригинале у меня. Совсем недавно же проходило, получается. Год назад. А, блин, я хотя я мог же, наверное, настроить.
Не, резко противоположно не получается сделать. Один хер мне нужно разворот сделать. Вот этого не было, да. 2 раза человек. Блин, это буквально год назад было. Раз человек. Но он зеленый, я в красном. Да. И, кстати, индикатор здоровья точно такой же, оказывается. Типа так же показывает. Блин, этот сраный VPN надо вырубить. Тогда будет нормально. And you're suffering for it. It's enough, James. Так она то же самое говорит. Лол, в смысле? Ничего себе. Ты убил меня, типа... Да ладно. Ну вот этой сцены не было, вот в чем беда. Они не потрудились добавить вот эту сцену. Как будто под конец их прям реально, типа, сказали, бля, быстро заканчивайте нахуй. И они даже вот эту вот локацию не добавили. спасибо За 10. Спасибо. Part of me hated you for taking away my life. You killed. Они полноценный диалог ведут, ёбана в рот. А она все, а они мстили это все вот просто в один, монолог me. от ее лица. And you're suffering for it. It's enough, James. Mary? James. Не, он ее убивал, но по просьбе жены. какого так хуя, сказать, блядь? А потом он... Почему не это? Вот это не добавили? Это что за бред вообще? Почему? Перевал вообще от того, что вообще убил ее. Что? Не, я может, Но на по плохую факту, концовку да, прошел хотел. просто. На сей раз. Ну да. Или чё? Ну, то есть он сделает сейчас то же самое, да? То, что у нас произошло, по идее. А что это вот же... Или, скорее всего, просто вот эта вот хорошая концовка выглядит так хуёво вот в нынешнем Silent Hill. И сейчас он пошел вот с ее телом к машине. О, да ладно, в машине Now I сели. understand the real reason I came to this town. I wonder, what was I afraid of? И он сейчас нахуй сиганет прям в это озеро. I've got nothing. Now we can be together. Жестко. In my restless dreams, I see that town. Silent. Ну, блин. Как бы практически по содержанию, именно слов все то же самое, но ощущается совершенно по-другому, что тут, что здесь. Здесь оно как-то, блядь, вообще нормально. You promised you'd take me there again someday. Never did. Ну, то есть сейчас тут прям конкретно нормально все. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Вообще контекст супер был непонятный. I'm glad to Какой-то be coming в home. этом Silent Hill новом. I've missed you terribly. Слегка... Как будто все на негативе произошло каком-то. А на самом-то деле I'm там afraid, James. так же, как и здесь, получается. Концовка вообще.
do what's best for Да, скорее всего, из-за этого. James. You made me happy. Но она это говорит в конце, да. Грустная концовка. Ну, блин, типа письмо-то. Жестко. И музон тут в конце крутой. Рокс! Да! Ну, что я могу сказать? Игра огонь? Да. Да. Любопытно, любопытно. Так, сейчас. Тактикс. Будем тактикульно играть в тактикульную игру. Хотите тактикульно играть в тактикульную игру? Так вот, мы сейчас и будем играть тактикульно. В тактикульную игру. I can see the dog. Пока не смотрел. Вообще никоим образом не смотрел. Может прикольно, может такое себе. Но, насколько я знаю, его вообще типа как... Ну, его сделали как вообще отдельную игру. Он там выглядит очень достойно. Вроде как. Так. Ну, тут только захватом экрана. Сейчас я буду делать все. Fallout Tacticus. Сейчас подойду.
Так, я тут. Так, ща, погодите-ка. Вот это будет, наверное, просто Fallout Tactics. Окей, давайте заставку посмотрим. An American army is fighting for 1941, a date which will live. Note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima. We have declared war on But we don't plan to Микрофорта. We are going Прям как лекарство какое-то. Тантум форта. began an attack on military That in the 21st century that America... March 5th, 2052, the United States has officially closed. The United States will go ahead with a national quarantine. The new plague virus. Disaster sweeping Чикаго. Джон де Маргаретти. Машины. Right here, pull over. All right, ain't nothing in there. Фига у них там машин. И танки какие-то. Ёб твою мать. Брат состава. Журнальчик выкинули. Для тех, кто не понял, мы в Чикаго. Добро пожаловать в Чикаго. О. Типа хроники. Война. Братство Война не меняется. Ага. Она неизбежный результат того пути, который избрало человечество. Все, кто начинает конфликт, жаждут победы. Все надеются на лучшее. Но по мере возрастания напряженности оптимизм исчезает, и общество начинает разрушаться. Великие убежища были построены, чтобы дать приют всем сильным мира сего, богатым, влиятельным, и тем, кто был необходим для их выживания. Внутри их были сосредоточены припасы и технологии в качестве последней надежды людей на защиту от грядущей бойни. Их прошлое ушло навсегда. Их настоящее лежало в руинах, но они смотрели в будущее. Мощнейшее убежище 0 должно было стать ядром сети убежищ. В нем были спрятаны величайшие лидеры, художники и ученые. Жители убежища 0 должны были объединить все убежища и повести людей к новой жизни, к новому миру. Но после того, как на Землю пали бомбы, мир стал намного жестче.
Чтобы наверняка построить в будущем постядерную утопию, обитателям убежища понадобилась бы помощь. Для этого были сконструированы могучие машины, задачей которых было приспособить к жизни Землю, растоптанную ядерной войной, но смягченную затем ядерной зимой. Однако все планы балансировали на грани провала, в тот момент, когда свои шахты покинули первые ракеты. Во время уничтожения была нарушена связь между убежищами. Многие убежища были разрушены навсегда. Те же, кто выжил, остались сами по себе. Но не все убежища покорились разрушительной силе войны. На западном побережье Северной Америки одна из групп жителей убежища вышла на поверхность практически без потерь. Они разведали, что происходит в пустошах вокруг, и приготовились к тяжелому труду. Эти целеустремленные мастера выживания добывали технологии из убежищ, технологии, которые затем изучались, воспроизводились и строго охранялись. Ведь они знали, что хотя численность — это залог их силы, залог их будущего — научное знание. Со временем именно они организовали Братство Стали. Братство использовало знания, чтобы противостоять жестоким условиям пустошей. Объявив себя технологическими спасителями человечества, они прочесывали территории в поисках новых технологий, нападая на лагеря мутантов, бандитские города и остатки других убежищ. Но даже они не могли идти в ногу с высокими запросами, которые диктовала им жизнь в пустошах. Братство обнаружило противоречие. Необходимо было привлекать новые силы, но одновременно с этим сохранять секретность в отношении технологий. Дебаты по этому вопросу продолжались долго. Наконец, старейшины приняли решение не передавать технологии чужакам, будучи убежденными в том, что братство выдержит все испытания так же эффективно, как и раньше. Дальнейшие дискуссии были бессмысленны, а старейшины приказали несогласным отправиться на опасное задание через пространство пустошей. Супермутанты, пехотинцы поверженного не так давно врага, были вынуждены отступать через гряду гор на восток. В братстве построили воздушные корабли и отправили их с приказом выследить врагов и оценить, представляют ли супермутанты угрозу. Но во время полета через горы произошло несчастье. Ужасный шторм подхватил главный воздушный корабль и понес его все больше, удаляя от начального курса. Огромный корабль был сильно поврежден. Небольшие отсеки просто оторвало у него ветром и унесло в неизвестность. Многие из лидеров экспедиции были унесены ветром. Та же часть команды, что выжила, пыталась удержать корабль в воздухе до момента, пока он наконец не рухнул на окраине некогда процветающего мегаполиса. Города, некогда носившего имя Чикаго. Разбитые, рассеянные и покрытые шрамами члены экспедиции оценили ситуацию и вновь приготовились к тяжелому труду над задачами, которые им предстояло выполнить. Братство могло предложить многое окружающим деревням. Они оказывали серьезную медицинскую помощь в обмен на пищу и поддержку рабочей силой. Они давали защиту от бандитов в обмен на новобранцев. Со временем ряды братства начали расти. Отделенные как расстоянием, так и идеологически от цитадели братства на западе, эти оставшиеся сами по себе люди могли создать новое братство Стали. Оно отражало бы идеи, за которые эти люди боролись. Но будущее в пустошах всегда туманно. И пробудилась древняя сила, также претендующая на власть над этими территориями. Жизнь в братстве скоро переменится. Так, ну из этой заставки я понял, что дирижабль из Fallout 4 это в принципе канон в каком-то смысле. Он все-таки реально был, и они, видимо, сделали новый. Ну как новый? Наверное, починили этот, я не знаю. Потом я понял, что Братство Стали все-таки раскололось на две группы, и, скорее всего, та, которая находится на Цитадели, она является фанатичной и ебанутой. Ну, интересно. Обучение. Но мне говорили пройти обучение. Давайте. Внимание, новобранец! Я паладин Зискал. Старейшины приказали мне сделать из вас диких пожирателей ящериц, селящихся в хижинах, молящихся на луну, рядовых Братства Стали. Вы научитесь основным приемам ведения боя, а также обращению со снаряжением и другим умениям. Для начала поговорим об этом чуде технологии, которое вы сейчас используете. Оно называется компьютер Pip-Boy 2000.
вы будете получать вводные заданий и результаты их выполнения при помощи этого устройства. Кроме того, при помощи него вы сможете просматривать любую информацию, получаемую на задании. Будьте внимательны, ведь вам будут предоставлять множество ценной информации. А теперь начинайте выполнять задания, нажав кнопку «Приступить». Итак, приступим, рекрут. Так. В ходе задания вы можете осматривать окрестности, прокручивая окно клавишами перемещения курсора. Также вы можете прокручивать окно мышью. Для этого подведите ее к нужному краю окна. Поместите Рекса в центр окна игры, щелкнув правой кнопкой на его вкладке. Оглядитесь. Вы можете видеть врага, только если имеется прямая видимость между ним и хотя бы одним членом вашей группы. Рекс держит в левой руке пистолет-пулемет. Это его активное в данный момент оружие. Если в вашей активной руке нет оружия, вы можете проводить атаки без оружия. Возможно, звучит не слишком впечатляюще, но ничто не сравнится с тем чувством, которое испытываешь, когда впечатываешь бронированный кулак в морду ничего не подозревающего налетчика. Сейчас мы будем целиться в манекен, расположенный ближе всего к Рексу. Для этого подведите к нему курсор. При этом указатель мыши примет вид прицела. Теперь нажмите кнопку «Готово». Чтобы заставить Рекса двигаться, вы должны щелкнуть левой кнопкой на том месте, куда вы хотите его переместить. Если в момент щелчка левой кнопкой удерживать клавишу Shift, Рекс побежит в указанную точку. Ага. Теперь переместите Рекса на учебную позицию 2, для чего щелкните левой кнопкой по участку пола, на котором написано 02. Большинство видов оружия имеет несколько режимов. Например, из пистолета-пулемета можно стрелять либо в режиме одиночного выстрела, либо в режиме Так, окей. У каждого персонажа в игре есть свое снаряжение. Закройте это окно и откройте снаряжение Рекса, щелкнув. СНР. В окне снаряжения перечислены все предметы, которые персонаж в данный момент несет на себе. Можно получить дополнительную информацию о любом предмете в снаряжении, щелкнув по нему левой кнопкой. Сейчас у Рекса с собой патроны для пистолета-пулемета и нож. Когда у вас будет целая группа персонажей, вы сможете перераспределять имущество между ними. Для этого откройте снаряжение персонажа и перетащите нужные предметы другим персонажам или на их вкладке. Этот метод работает только если участники обмена недалеко друг от друга. Закройте это окно. Я уже это сделал, окей. Рукопашная атака проводится точно так же, как атака оружием дальнего боя. Выберите нож в... Вы можете обыскивать трупы на предмет нужного снаряжения и вещей. Не считайте это занятие постыдным. Ключ, который вы нашли, это один из множества невероятно полезных предметов, которые разбросаны по всем пустошам. Вам придется использовать его, чтобы отпереть дверь в соседнюю комнату. Щелкните левой кнопкой мыши на двери, и Рекс подойдет к ней, после чего откроет. Теперь здесь мы видим два окна снаряжения. В левой части экрана снаряжение Рекса. В правой части экрана снаряжение манекена, который мы собираемся обобрать. Заберите ключ у манекена, для чего я понял. Открыто. Многие предметы в этом мире хранятся в контейнерах, скрытые от заведущих глаз и загребущих рук. Контейнер можно определить так. Если навести на него курсор, последний примет форму желтого прицела. В шкафчике справа от Рекса
лежит несколько предметов. Все они пригодятся вам. Экран контейнера в точности совпадает с экраном сбора трофеев. Заберите гранаты и стимулятор из шкафчика, щелкнув левой клавишей мыши по кнопке «Взять все». Ну, я это нажал, да. Последний тип оружия, который мы изучим сегодня, метательное. Перетащите одну ручную гранату из вашего... Так, ну это я, да. А, именно сюда. Или все-таки можно вот так? А, можно. Окей. Привет, Тоха. Красиво. Теперь откройте следующую дверь и марш на учебную позицию 5 в следующей комнате. Да, дошли. Да ладно, Вашему можем... персонажу можно задать 3 режима поведения. Ага. Они устанавливаются нажатием кнопок справа от ячейки правой руки. Первое. Выключено. Нападать, только получив прямой приказ на атаку. Второе. Оборонительный. При обнаружении врага докладывать командиру группы, а оказавшись под атакой, защищаться. Третье. Наступательный. Атаковать любых враждебных существ при вероятности попадания более 33%. Порог атаки можно изменить, щелкнув правой клавишей мыши по этой кнопке. Теперь выберите пистолет-пулемет и переведите Рекса в режим атаки, щелкнув левой кнопкой по клавише «Наступатель». Прикол. Ваш персонаж может находиться в одном из 3 положений. Они выбираются с помощью... Ну, это, конечно, интересно. Прикол. Интересно, Этот урок интересно. посвящен некоторым навыкам, которые очень пригодятся вам на пустошах. Следующая дверь заперта, и у вас нет ключа. Зато вы можете взломать замок. Так, навыки. Взлом. Капец, окей. Блин, я сейчас играю в это и понимаю, что... Если бы Fallout дальше развивался вот по этой теме... 3D-шный Fallout. Ну, интересно, слушай. Теперь скрытность. Следующая дверь закрылась, потому что она оборудована датчиком движения, который не откроет ее до тех пор, пока в комнате фиксируется движение. Окей. Ваши шансы на Так. Скрытность. Зеленая планка на вкладке вашего персонажа означает текущий уровень его здоровья. Восстановить здоровье можно с помощью стимулятора, который вы нашли ранее. Этот предмет может применяться для восстановления здоровья непосредственно, для чего следует либо дважды щелкнуть по нему в окне снаряжения, либо перетащить в руку и выбрать, чтобы использовать на себе или на товарище по... Ага. В окне персонажа можно просмотреть все характеристики, определяющие способности вашего персонажа. Так. Окно персонажа содержит пояснительный текст ко всем характеристикам. Для доступа к пояснениям щелкните левой кнопкой по соответствующей характеристике. Во время игры ваш персонаж будет получать дополнительные очки навыков. Их следует использовать для совершенствования определенных навыков, в которых ваш персонаж будет специализироваться. Как видите, сейчас у вас имеется 20 очков навыков, которые можно потратить. Так, интересно. Метание у него крутое.
Класс брони 23. И, наконец, при встрече с персонажами, которые не кидаются в драку с вами, с ними можно поговорить. Некоторые из таких деятелей могут сообщить вам важную информацию о задании. Однако попадаются и такие штатские, информация у которых меньше, чем у кучи свеженаложенного мутантского дерьма. Окей. Писец братства в этой комнате относится к первой категории. Заговорите с ним, щелкнув по нему левой кнопкой. Будет сделано. Так. Поздравляю, ты продвинулся вперед, сынок, и тебе удалось закончить обучение. Теперь пройди через последнюю дверь в соседнюю комнату. Там тебе дадут помыться и сообщат об условиях нового задания. Ладно. В принципе, из основ мы узнали, что теперь Fallout можно находиться в состоянии приседа и лежа. Что еще? Ну, из нового как будто бы только это. Но также потом еще сказали, что индикаторы... ну, то есть, не все живые существа на карте будут нам сразу видны, а только лишь те, которые видны конкретно данному персонажу или там другому. Это жестко так-то. В этом обучающем задании мы продемонстрируем, как устраивать засады и отвлекать внимание противника приманками. Охереть. Эта тактика очень эффективна против не слишком Офигеть. умных врагов, вроде Интересно. собаки, с которой вам предстоит встретиться. Так же, как и в любом бою, это задание можно выполнить разными способами. Щелкните по кнопке «Приступить». Для начала выберите Страма и поставьте его на позицию, где он мог бы устроить засаду. Чтобы получить еще большее преимущество, переведите его в положение «Присед», а также выберите агрессивный режим боя. После этого выберите Дага и заставьте его добежать до места, достаточно далекого от собаки, чтобы он вышел из этой ситуации без повреждений, но достаточно близкого, чтобы собака его заметила. Теперь, Даг, беги. Посмотрите, насколько эффективен пистолет-пулемет на короткой Ни хера дистанции. себе, блин. Теперь, когда вы видели пример действий профессионального солдата, посмотрим, как справитесь вы. Поток. Давай, ёпта. Тут я. What the fuck? Я забыл кое-что! Я забыл! Стреляй, придурок, стреляй! Стреляй, сука! Прекрасно. Но помните, что в реальном бою ваши противники часто бывают сильнее и лучше вооружены. Окей. Ну, это интересно, хорошо, ладно. Проникновение. В этом обучающем задании вы выучитесь пользоваться преимуществами скрытного передвижения и оружия для ближнего боя. Мы проведем персонажа с наибольшим умением скрытности в точку, расположенную за одним из налетчиков. Тем временем мы также проведем второго персонажа с пистолетом-пулеметом на позицию для уничтожения второго налетчика. Щелкните по кнопке «Приступить». Для начала переведите пистолет-пулемет Страма в режим стрельбы очередями. Теперь выберите призрака и переведите его в скрытный режим, агрессивный и в присед. Теперь пусть он подойдет к границе, придерживаясь дальней стены, чтобы повысить шансы пройти незамеченным. И подойдите к самому левому налетчику. Тем временем переведите Истрама в скрытный режим и заведите его внутрь палатки, так, чтобы он держался за низкими барьерами. Ёпта, высокие, низкие барьеры, ты чё? Окей, типа его не видно, да? Снова выберите призрака и атакуйте налетчика ножом. Одновременно выберите Страма и атакуйте второго налетчика при помощи пистолета-пулемета. Вольно!
Теперь, когда вы видели пример действий профессионального солдата, посмотрите... Так, ладно. О, внезапно. Посмотрим. Так. Оба на агрессию и скрытность. Ты идешь туда, а ты идешь сюда. Потопали, потопали. Гуськом, гуськом. Поздравляю, рекрут. Вы начинаете постигать некоторые из тонкостей ближнего боя. Не снайпер. В этом последнем обучающем задании вы столкнетесь с необходимостью уничтожить противника, укрепившегося на хорошо обороняемой позиции. Вы увидите, как следует прятаться, чтобы добиться тактического преимущества. Вы также научитесь относительно безопасно использовать оружие, бьющее по площадям. Для начала выберите обоих персонажей и переведите их в положение лежа и скрытный режим. После этого выберите мишень. Он должен забраться наверх вышки и оттуда прикрывать бумера. Пока он движется, выберите бумера. Он должен обогнуть бункер с другой стороны. После того, как мишень доберется до верхней ступеньки, переключите его в агрессивный режим, чтобы он прикрыл бумера, которому вы прикажете кинуть гранату в бункер. Только полюбуйтесь, что за бардак, новобранец. Угадайте, кто это все будет прибирать. Теперь, когда вы видели пример действий профессионального солдата... Окей, окей, окей. Да ползи, придурок, ёб-моё. Ты чё, рофлишь, что ли? Так. Отлично, рекрут. Вы почти то же завершили самое сделал. тактическое обучение и можете приступать к настоящим заданиям. Если бы только предыдущий класс был таким же способным. Все, мы готовы. Итак, создаем, конечно, своего. Угу. Погодите-ка. Погодите-ка. Погодите-ка, 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 погодите-ка. А реально ли засунуть свое фото? Я думаю, реально. Так, ща. Так, а как засунуть свое фото, свой портрет в игру? Ща, я думаю, найдем. Так, так, портрет. Свои портреты в играх. Да, это реально.
Так, установка портретов. 75/100, да? Окей, сейчас сделаем. Так, вот он. Окей. Теперь сюда засунем какую-нибудь фотку. Так, какую бы найти? А, давай эту. Да. Так. Так. И что они сказали, типа сделать его черно-белым? А это обязательно, да? Наверное. Не знаю. Так, оттенок. Не, ну это не то, что я хотел. Насыщенность 100. А, ну да, кстати. Что я думаю? Так. Действительно. Так. Вот так. И... Photo Tools. У меня, по-моему, был... А, и черно-белый он все равно... Окей. Ага. Все, понял. Так. Так. PNG Tuzar. Фем. Ага. Так, берем его, значит. Обрезаем. Mail 1, например. Так, хорошо. Да. Ага. Окей. PNG Tuzar. Рекурс. Погоди. Что там было сказано? Жмем Open. А Open я не вижу.
А! Лол. А, тогда окей, сейчас. Погоди, а я PNG сохранил или нет? Походу нет. А, PNG. Все правильно. Да, все нормально. Core. Вот он. Open. Все? Кажись, все. Закроем автотулс, он больше не нужен. Теперь в том же каталоге, где было ваше изображение, появится одноименный файл ZAR. Есть. Если вы создаете портрет для мужского персонажа, переименуем ZAR файл в Core Prefab ZAR. Окей. Копируем ZAR. Окей. Так, Core. Char. Char? Нету чара? Как это нету? Ну, видимо, создать надо. Char. И закидываем. Окей. Все. Теперь запускаем игру. Угу. Ебать. Нормально, нормально. Так. Прикольно. Так. Даже так, нифига себе. Цвет кожи. Ну, я бы сказал какой-то... Ну, такой, наверное. Цвет волос. Темный. Одежда. Ну, давай скажем... Не, ну как-то... Белый. Да, красный. Я же сейчас красным, правильно. Давайте. Так, дальше. Давайте интеллект на 10, ловкость. Так, выберу, как всегда, одаренного тренированного. Удачу нахер, короче. Ловкость на максимум. Харизму не трогаем. Выносливость на 4. Восприятие на... Вот так. Все. Стандарт. Стандарт. Человек. Так, спец чего я буду? Ну, легкое оружие плюс... А, постой, смотри, прикол какой. Погоди, но бартер все-таки есть, но красноречия не вижу. Значит, тут диалоговой системы вообще в принципе нету.
ремонт. Ну и по идее легкое оружие давай не трогать будем, а добавим взлом. Так, чего? Пилот, нифига себе. Ну а тут желательно игру потом прокачать хотя бы до 100. Какую игру? Так я что, допиливать игру буду еще? Пиздец. Так. Ну, программированием заниматься будем. Первая помощь 60 еще. Холодное оружие. Привет, енот. Данный режим предназначен для опытных игроков. Вы можете сохранять прогресс игры только в бункер братства. Нахер. В команде будет у тебя снайпер и доктор, а ты себя делай, в принципе, как кого хочешь. Играет азартно. Ну, окей. Цирно! Ну что, вырвавшие деревенские куски уранового мяса? Слушать меня! Я паладин Рейджик. Я заведую учебкой тупорылые остолопы. Учу высокому искусству боя и выживания. Пока я служу в братстве, я лично выдрессировал более 50 новобранцев. И скажу с гордостью, почти 14 из них еще живы и шевелятся. Старейшины приказали мне дрючить вашу толстозадую братью любителей коровьих задниц, пока не станете похожими на воинов. И я сделаю это, даже если вы сдохнете. Я вас научу ссать, спать, шагать, отвечать, бить и не ныть, как подобает солдату братства стали. Первая стадия подготовки – вербовка рекрутов и разведка. Идете по ближайшим деревням, смотрите, где еще есть обезьяны, годные для мужской работы. Ваша обязанность будет разъяснять старейшинам деревень, что если они хотят и дальше получать защиту от всяких подонков, следует соблюдать договор, поставлять нам припасы и своих лучших ребят в учебку братства. Для начала загоню ваши трусливые безмозглые задницы на склад. Там вам выдадут простое оружие и броню. Есть всего 3 правила, как обращаться со снаряжением. Повредишь оружие – неделя в карцере. Повредишь броню – неделя в карцере. Если что-то потеряете, я вас лично прикончу. И еще кое-что, девочки. Девочки? Добро пожаловать в братство! Вольно, послушник. Я генерал Барнаки. Я буду отдавать вам приказы перед каждым заданием. Но перед тем, как начать инструктаж, я хотел бы лично поздравить вас со вступлением в команду. Учитывая, что уровень отсева после курса молодого бойца в братстве составляет 85%, скажу, что вы имеете полное право гордиться собой. А теперь к делу. 2 ночи назад налетчики захватили богатую варварскую деревню Лес Браменов. Потери племени велики, и они готовы принять защиту братства на наших условиях. Мы вернем этим дикарям их земли и освободим захваченных в плен в обмен на еду и часть их старших детей, которые станут нашими рекрутами. Чтобы справиться с нашими задачами, мы должны наращивать численность, а потому каждая деревня на счету. Не знаю, что заставило налетчиков перебраться так близко к нашей базе, но они просто опустошают этот район. Лес Браменов лишь одна из многих деревень, захваченных ими. Тех жителей, кому не удалось бежать, либо убили, либо захватили в плен. Да. Не надо недооценивать врага, послушник. Налетчики убили многих наших братьев. Не надо их недооценивать. Ваша задача — прибыть со своим отрядом в лес Браменов, обнаружить и уничтожить атамана банды налетчиков. Как только он будет нейтрализован, его последователи наверняка разбегутся. Затем вы
Вооружившись несравненным интеллектом и военной мощью братства, перебьете оставшихся преступников. Это стандартная наступательная операция. Поэтому все последние разведданные об области введены на карту вашего Пип-Бой. И еще одно, воин. Любой ценой сохраните жизнь старейшине деревни. От него зависят все наши планы в этом городке. По местному обычаю только он имеет дело с людьми вне племени. Без него мы не сможем договориться с варварами. Вы свободны. Окей. Пошаговый режим... Нет. Глазастик и шов. Пока не ставил. Так. А как поставить пошаговый режим? Классические правила Fallout. А, классические правила Fallout. Окей, окей. Так, есть глазастик, это наш снайпер. Этот хер что умеет? Он доктор, первая помощь. Первая помощь, скрытность. Окей, и я такой. Ладненько, потопали. Блять, вы чё нахуй? What the fuck? Конец боя. Мои приветствия братству стали. Тот, с кем ты говоришь, Шарон, старейшина и отец племени леса Браминов. Вы прибыли очень вовремя. Наша деревня пала жертвой налетчиков, вынырнувших из тьмы. Некоторые мои люди спаслись от смерти и плена, убежав на пустоши, но у них нет ни крова, ни вещей. Должно быть, это промысел божественного Брамина судьбы. Бандиты отнимают у нас наше настоящее. Братству мы продаем наше будущее. Ну что ж, послушник, я полностью согласен на ваши условия, но боюсь, решение это будет преследовать меня вплоть до вечных пастбищ на небесах. Наших людей держат пленниками в лагере. Спасите их, и вы получите новых людей, чтобы сражаться за вашу идею. Дайте им умереть, и вы отобьете Брамина от собственного стада. Окей. Какие они? Ну, мирное племя. Окей, окей, окей. Блять, что за нахуй? Чё у меня... А, лол, у меня патронов уже нету. Так, я, короче, правую кнопку мыши больше не нажимаю. Больше не нажимаю. А, вот они, рейдеры уже. Окей, окей. Использовать скрытность невозможно.
А какого хуя, блядь? Шаман. Мордочку поставь злую. Тут только одна мордочка. Какого хера? Почему никто не может перейти на скрытность? Обнаружили? Да кто обнаруживает? Почему невозможно? О, вообще не понял. Не, скрытность это не помойка, это навык. Отлично. Да блин, в смысле? Ходит компьютер. Окей. Что-то мы как-то странно двигаемся, он ни хера не может сделать. Вообще херня какая-то, я не понял. Короче. Так, лутаем. О, неплохо. Что у собаки? У собаки ничего. Так.
Блин, меня обнаружили. Угу. Хорош. Так. Тут переходи, дай-ка лежа. А вы как-то поаккуратнее вот тут пройдите. Да куда ты, блин, урод, убежал? Сука. Беги, 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 ублюдок. Так, минус. Сохраняйся почаще. Горячие клавиши. А, пон. Так. Блин. Так. Штурмуем! Бам-бам-бам! Хорош, в упор его прям вообще. Пистолет. Так, забрать все. Так, УЗИ. Окей. Ты проверь, что в сундуке. Очень даже хорошо. Так, что у этого трупа мы не посмотрели? Самопальный пистолет. Патрики. Так, что по инвентарю? 10. Вау. 10. Так, пошли сюда. Тут есть какой-то житель. О, их много. Поздравляю, герой. Я давно предвидел твое появление, с первого дня испытаний. Я Соколиный Глаз, говорящий с духами и ясновидец моего племени. Я охраняю проход в мир духов ради живых. Однако мир Яви стал неблагосклонен к моему племени, и оно рассыпалось, как песок. Тебе нужно поговорить с Шароном, нашим старейшиной. Он говорит за наших людей в мире Яви. Я храню тайны страны, где не восходит солнце. Больше я
ничем не могу помочь тебе. Ладно. Так, житель. Я с первого прихода живу вообще без жратвы. Фу, я торчок, но я не бандит. Это говно. Ладно. Так, ну тут как будто бы может случиться замес, так что давай-ка глазастик стоит тут. Я вот так открываю дверь. Блин, классно ты смотришь, конечно. Понял. Хорошо. Так, собака там что-то суетится. Ёб вашу мать. Угу. По следам пролитой крови побежать бы. О, найс. Убей его, лол. Самогон. Беру. Так, рейдер. Так. Собаку мы убили. Как будто бы это... А, тут еще... Нет, тут еще много. Тут еще много. И чисто вроде более-менее. Так, что это? Вуду. Изобретение дикарей, продукт, состоящий из недоеденной требухи различных животных, наделяет вас большой ловкостью и чувством неуязвимости. Хуя. А. Это я даже не буду брать вообще вовсе. Окей. Так, заценим, что там у рейдера. Что это? Беретта 407, Сильверхок. Красивое двуствольное оружие итальянского производства, обладает низкой скорострельностью, но высокой потенциальной мощностью при выстреле из двух стволов одновременно. Порошок Барбада стоит денег? Она же тут была, по-моему. В бункере продаж торгашу. В бункере? Так, ладно. Блядь, ебашь ты её нахуй,
Лечиться аптечкой. Бромин ранение. Понял. Понял. Так, ну, предлагаю всем, в смысле, обнаружить. Лечит травму. Блин, вот почему нельзя сделать просто... А, все-таки делается. Что-то я не понимаю, а почему мы... Кем мы обнаружены? А, недостаточно очков действия. Броминами обнаружен. Ну, как будто бы так, да. Так, ты, короче, с этой стороны зайди. О, скрытность, хорошо. Теперь мы вдвоем. Так, тактикульный момент настал. Ну чё ты, сука, ебашь его, ты чё нахуй? А, бля, иди нахуй. О, бля, иди нахуй. Ой, бля, иди нахуй. Чё, блядь, происходит? Почему она вдруг, типа, ебать, я просто встану тут и, ну, сдохну, как хуйня. Да стреляй, блядь, прикалываешься или как? Ну, стреляй. Еще. И вы, пацаны, стреляйте. Ёб твою мать, что за херня? Да здравствует братство, слава здравствуй. У-у-у. Так. Инвентарь. Аптечка первой помощи. Ага, понял. Окей. Где ты? Тяжелое ранение. Хиль. Ну, круто. Полное восстановление. Беру ништяки. Гаечный ключ. Беру. Так. Дикари, 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 дикари. Вы тут как вообще? Норм? Видимо, норм. Верстак. О. Окей. Скальпель, монтировка. Блять, ёбаный в рот. Видимо, наши начали стрелять первыми. Так, все на суете.
Так, одного слышим. Ты нормально нахуй вообще? Может, стрелять начнем? Стреляй, блядь. Ты чё, долбоёба, кусок? Хватай оружие, ебашь его, ну сука. Это какая-то хуйня просто. Да убейте вы ее! Вы, ну сука, ну убейте вы ее! Ты чё? Пацаны нахуй! Ебать! Да убейте вы! Вы шутите что ли или чё? Да, я в ахуе просто. Что за дерьмище? Да, это жестко, я не знаю, это просто бред какой-то был сейчас. Она просто бегала от нас. Так, охотничье ружье, да? Так, инвентарь. Вот пускай будет реально очередь. А тут я перейду на винтовочку, пожалуй. Угу. Я, короче, не понял того момента. Ну, может быть, у Шова, короче, просто патроны нахуй кончаются, как вариант. Давай я ему УЗИ дам. И УЗИ с чего стреляет? 9-миллиметровый. Вот, 9-миллиметровый. Это 7-миллиметровый, это мне. Так, шоу дам, ну, 50 давай. Так, у глазастика чё? Патроны кончаются, значит, я такой беру, распределяю ей 30. Всё. Ну, с горя пополам как-то справляемся, нормально. Ни один дикарь пока, ну, не умер, никто не пострадал особо. Во. Мы на скрытничах подходим. А, локация вообще охуеть какая здоровая. Так кто обнаружил-то? Может, выстрелим в него? Ну, вариант такой есть, выстрелить в него, не? Блин, глазастику достается, прям серьезно. Так, дверь. Закрыто. Так, взлом. А, подожди. Взлом на двойке. В смысле это невозможно? Выглядит сложно.
Выглядит слишком сложно. Так, хорошо. А может, у меня просто не получается? Ну, значит, есть ключ. Все, хватит подсказывать. О, а этот труп я лутал? О, а это что за дерьмо? Гарпун? Ха, однако. А может, реально у кого-то есть ключ? Ну, по-моему... А, вот он. Опять ушел. Так. Ну, жесть. Ага. Ключ от всех дверей получается. Так. У-ху-ху-ху. Ну, это называется, ёпта, бинго. Бинго. Неплохо, неплохо. Вот это тоже хорошо. Коктейль Молотова. А, погоди, там был позже. Блин, я его чуть не выпил, по-моему. Так, еще подойду-ка. Ой.
Блин. Максимально закрытые. Сидел тут. Угу. Какая хитрая жопа. А, вы, ребята, типа вообще ебанутые, да, блядь? Не, я... Ладно, хорошо, я понимаю. Так, давайте-ка вы будете нахуй оборонительными. В пизду, блядь, наступительный режим. Бегите, лол. Ебать. А, ебать, ты пошел лечить его, да? И я про... Бля, я пиздец. Так. Так как все-таки... Сейчас, постойте, ребят. Ну ебать копать, ну охуенно просто. Надо было сохраниться, конечно. Ну, это сложно, да. Это бред какой-то. А если играть в классическом режиме Fallout, типа, то, ну, там тоже какой-то бред творится, вообще непонятно.
Почему-то в классическом режиме я не могу там по тем или иным местам ходить. Считается как будто бы заблокирован там путь или что-то в этом роде. Так кто тебя обнаружил? Перевязка. Чё? Нифига себе. Тут даже такая тема есть. Этого персонажа перевязали по уши. То есть она как мумия, да, ходит? Так, хорошо. Ползем. А может побежим, похуй еще. Ну, нападать как бы желательно. Хорошо. Кого я там убил? Интересно. В кого там стреляете? По какому-то рейдеру попали. Нормально, отлично. Вот это неплохо сейчас было. Отлично, отлично, отлично. Я вообще не понимаю. Порой почему у меня чел просто стоит, типа, тупит жестко. Я вот этого момента не понимаю. Нифига себе, оружие какие разные. Так. О, гранаты. Так, пора перераспределять. Что?
Шов. А, нет, это же гарпуны. Шов. Так. Так. Ну, пока все. Угу. Так, тут вроде нормально все. Сохраняемся. На, минус собака. Так. А давай ты тоже будешь, а? Что-то я так подумал, блин. Как-то вот хорошо, если все вы будете орудовать подобным оружием. Он просто присел, пацаны. Как бы, ну, стреляйте. Убейте его, пожалуйста. Так, глазастик. Оу, хорошо. Это не пойму. Угу. Так, окей. 2197. Мертвого рейдера я не вижу тут нигде. Значит, убежал. Только готово. Начал засыпать ближе к 11-12 вместо 4 утра, только вот время сна как вот уходит до 10 часов увеличилось. Плохо, это вместо урбуту. О, нормально.
Так, плюс 3 трупа. Блин, как много броминов. Что это такое? Форсажная жвачка. Метамфетаминовая жевательная резинка, стимулирующая центральную нервную систему. Первоначальный прилив эйфории редко длится больше пары минут, но приток энергии и силы весьма заметен. Ага. А бафы с наркотой тут, наверное, есть. И, скорее всего, пермоментные. Бита здоровская. Еще один люгер. Ох, патронов-то как много. 10 такой жёчь. Нельзя. Нельзя. Ты чё, перекла... Блин. Там чел сидит. Вроде как. А, он не тут сидит, он тут. А отсюда внутрь пострелять никак, да? Блин, ну у меня идея такая была. Как-то странно управляется. В смысле, вот они слушаются сразу приказов моих, а мой основной персонаж, он такой типа, не, нихуя. Эй, смотрите-ка, что-то не помню, чтобы мы посылали приглашение с собакам из Братства Стали. Когда я приведу своему боссу рабов из Братства, он щедро вознаградит меня и приблизит к себе. Ну что ж, посмотрим, чем эти макаки могут удивить старика Хоруса. Минус. Сразу организовали. Так, давайте тут будем лежать просто на улице. Они выйдут сами. Достаточно тактикольный мув, я считаю. Ну давайте, остальные где? Ща выйдут.
Спасибо, Бург, здравствуй. Но я еще взаимными подписками не занимаюсь, сразу скажу честно. Уж как будто проще накрутку сделать, не? Нахер так делать. Какое-то чувство обязательства не хочется чувствовать ни перед кем. Да, без негатива. Ну, такая себе тема. Правда. Ну, спасибо за подписку на ВК. Большое спасибо. Правда, ты, скорее всего, отпишешься. Потому что взаимности-то нет. Так, давайте этого болтаем сразу. Тоже. Так, все, минус организован. Ну стреляйте, лоу, пожалуйста. Теперь его увалите. Я, похоже, недооценил вас. И Окей. нечего тут лыбиться. Ваше братство ничем не отличается от нас. Все мы берем у этих дикарей то, что нам нужно. Если тебе кажется, что ваши лучше наших, ты глубоко ошибаешься. Как скажешь. Блять, он убил глазастика, пиздец. Так. Возьми-ка дробовик. Все мы немного возьмем дробовики. А я возьму это. Так, давай патронов 8. И шоу патронов 8. Ну что, давайте выебем его. Ну, довольно-таки эффективно выглядит. Он даже нихуя не сказал. Вы выполнили свою задачу. Следуйте к сетке выхода, чтобы завершить задание. Окей. Он просто умер. Он умер молча. Интересно.
Да. 1С. Тут и репетуру можно услышать. Еще других ребят. Звучит все качественно, прям хорошо. Меня удивляет то, что они прям практически буквально все озвучили. Ну, скорее всего, буквально все. Ну, кроме дежурных слов, которые вот не ключевые персонажи, наверное. Это ключ от двери к выходу, чтобы не оббегать всю карту опять. Ну, окей. Я понял. Так, сундучок облутал, все облутал, сундук остался. Еще один. Окей. Че, время для взлома? Неудача. Так, о, это реально открыть. This is for real? Давай, давай, давай. Да давай уже. Ну что там? В смысле закрыто? Ты еблан его закрыл, что ли? Блять, я случайно навыком. А, подожди, что? Погоди. Я что-то понял? Я уровень 2. И как давно я уровень 2? Так, подпевала. Дает вам дополнительное повышение должности. Окей. При чтении вы... Ага. Дитя цветов. Канонира. Вы эксперт по стрельбе с движущего транспорта. Вы получаете 10% возможности попасть в стрельбу. Нифига себе, тут такая тема есть. Вау. Скорая помощь. Ну, я вот думаю тоже, да. Так, это шов. Но вот этот вот прикол мне интересен. Подождите. Сколько у меня опыта? Нужно 2000, да? Ща, подождите. Я как бы, ну, думаю, что это реально. Так, ща. Только надо было взлом прокачать. 15. Ну да. Правда, я уже это въебался немного. Да, это, блин, это реально. Погоди, а где я сохранился? Да, когда я уже прокачался. Сука. Нет, ты не понял, я прокачиваюсь. Видишь, опыт идет.
25 очков. Погоди-ка. Заберу. Так, запер. Вот отмычку в руки. То есть вот так тут. Обязательно нажимать. Да, тапай хомяка. Но в отличие от хомяка, это дает реально какой-то прогресс. Поехали. Эй, 46 очков опыта, нифига себе. А оно еще и типа растет под чего-то. Было 20 чем-то же. Да я могу дрочить этот сундук очень жестко. Давай. Панкейки, это хорошо. О, пошло. Пошел прогресс. Пошел. Нормально. Вот прям скорость как будто набрал. Блин, где эти новобранцы из Братства Стали? Че они там делают-то? Вот так. Стою рядом с сундуком. А эти пялятся на трупы. Пробелом может переключаться. 30 очков. Блин, они по-разному как-то еще это. О, пошло добро. О, ща будет уровень, ребята. Сорок 8. Сорок 2. Жалко, что нету уведомления о повышении уровня, по-моему. Я что-то такого не помню. Ага, так.
Навыки. О, время показывает. Характер. Я хочу найти горячую клавишу, вот именно применение навыка. Точнее оружие. То, что на руке. Но, видимо, никак. Только так. А, в смысле? Одинаково, что ли? Без нажатия этого, ну... Если он у меня в руке уже, типа, взлом повышенный, да? Понял, ладно. Видимо, окей. Нажми навык. Да я жму. Видишь? Кстати, он 60 стал навык. Хорошо. Уровень! Теперь давайте до 4-го уровня. Нормально. 59 очков. О, нормально. Прикол. И чё, все так делают, наверное, да? Что-то я думаю, что до этого все додумываются прям сразу. Это же капец имба. А будешь левел? Нормально, чё. 75 очков. Ну, хорошо. Так не делал? Играть неинтересно. Да ладно. Разработчики оставили мне тут чудо-сундук. Это радует. Тут в игре так насчитано, что в каждой миссии ты получаешь левел. То есть я прям уже получил типа выше мира. Нормально. Ну что ж, командир отряда должен быть крутым. Ну даже с 100 взломом, как будто бы он прям, ну, не так часто открывает. Это прикольно. Так, что бы мне взять еще в особенный перк, интересно. У меня же тренированный одаренный. Что бы такого взять? Может, здесь и сейчас? Или обучаемый, или как он там назывался? Чтобы читать
Плюс 50 навыков приходило. Ну, тут не то, что левел за 2 за миссию. Сейчас я еще 3 возьму. Вообще кайф. Интересно, а как долго я смогу вот так вот сидеть и, ну, левел фармить? Это же вообще... Как нехуй делать. Это реально кликер сейчас. Блин, знаете, о чем я подумал? А в третьем Fallout есть такая же тема? А, нет, там не получится, скорее всего. Там просто тупо дверь откроется и все. Потом двери у Тодда Говарда, они же такие. Да. Я, кстати, Extended Edition взял. Fallout 3. Там типа дофига всяких каких-то модов вставлено и тому прочее. Там вообще прикольно должно быть. Интересно, в общем, будет. Это будет непростой Fallout 3 Experience. Непростой. Ну, я думаю, что я еще такой же хуйней смогу позаниматься и на других миссиях 100%. Вообще 100%. Смотри, как теперь не дает. Блин, вероятность 100%, но все равно не удается открыть ящик. Прикинь. Любопытно. Да ладно. Не верю. Да чуть-чуть осталось, давай же. Так. Игра все поняла. Ну, возможно. Сейчас проверим. Это невозможно. Да ладно. Пора идти дальше. Чё, реально? А какая тут система может быть, что она поняла, типа, какое-то ограниченное количество использования навыков за... А, не, все. Ух, а я-то подумал, мне так не везло. Пиздец. Так, вы прирожденный лидер, каждый член отряда, находящийся в зоне вашего влияния, получает плюс 1 к ловкости и 5 классов брони. Нихуя. Окей. Так, скрытность, взлом, кража, ловушки. Варюга. Ну, я и варюга, конечно, да. Но здесь и сейчас взять, может быть. Давай, похуй. Так, прокачаю взлом до 110. Так, стрельбу давай за максимум. Ремонт. И науку.
О, пора, родные, пора. Вот это я, конечно, захерачил. По жести сделал. Так, и чё? И куда? И кого? А, вот здесь, наверное. Тут дверь была, да? А, никого нету. А, вот дверь. Пацаны. Всё, ёпта. Где там старейшина? Поговорим с ним. Твоя доблесть в бою воистину изумление достойна, послушник. Предсмертные крики бандитов напомнили мне пение ангелов. Теперь они дважды подумают, прежде чем снова напасть на нашу деревню. Послушник, вы защищали моих людей так же яростно, как матка когтей смерти защищает свой выводок. Прошу тебя, прими от нас этот дар из древних времен. Теперь в моей скромной деревне ты всегда желанный гость и родич. И, конечно, все рекруты придут к вам на базу, как договорено. Хорошая работа. Мы благодарим тебя. Угу. Нормально. А он поначалу вообще типа что-то серчал на нас. Детонатор. О, прикольно, слушай. Детонатор целый дал нам. Ну все, отряд, выдвигаемся. Let's go. Получено 150 очков. Задание выполнено, воин. Вы расправились с налетчиками без стеснения и без жалости. Хорошая работа. Каждая наша победа над ними снижает их численность и расширяет сферу нашего влияния. Спасенные вами дикари будут боготворить братство и бояться его. Это очень важно, так как деревня должна научиться жить по нашим строгим правилам и тем самым стать свободной. Должен признаться, давно не случалось, чтобы послушник с таким блеском выполнил первое же задание. Тот факт, что ваши действия сохранили жизнь всем дикарям до единого, очень многое говорит о вашем потенциале. В знак уважения племя назвало в вашу честь молодого бычка Брамина. Братство же будет в дальнейшем ждать от вас новых достижений. Круто. Вы свободны. Теперь какую-то корову называет Ноланом. Кайф. Бункер Альфа. А, да ты чё? То есть этот... Я-то думал, знаешь, как эта игра будет делаться? Ну, то есть... Я думал, что она будет... Ну, не такой. То есть, практически полноценный Fallout. Но... Ну да, ну это реально полноценный Fallout. С путешествием там карт и так далее. Но разве что, типа, нету диалогов там прочее. Я думал, сейчас мне выкинет какое-то главное меню. Я вот о чем думал. Главное меню. И какой-то устроит брифинг, и начнется опять вводное какое-то новое задание, там прочее. Квесты, бункеры, квесты, бункеры. Ну окей, я понял, ладно. Ага, понял. Это типа шкафчики наших бойцов. Мы сюда будем слаживать наши вещи. Все, понимаю. Воин. Надо отполировать, интендант. Вольно, солдат. Я Октавий. Я отвечаю за ваше снаряжение. Вы будете расписываться за все штатное снаряжение. Пока я не подтвержу, что вы полностью соблюдаете правила, бункер вы не покинете. Понятно? Хорошо. Теперь, когда с инструктажем покончено, давайте перейдем к делу. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
Угу. Угу. Так, подожди. Броня такая, такая. У всех броня одинаковая, в принципе. Окей. Опять ко мне? Великолепно. Надеюсь, вы как следует ухаживали за снаряжением. Угу. Ну, он пока что не сказать, что что-то нормальное мне продает. Но есть кое-что интересное вообще в принципе. У него есть типа мины, шипованные перчатки, ну такое. Качаешь азартные игры позже до сотки. Так совет просто. Науку можешь не рьяно качать, она тут не сильно играет роль. Ну, компы, наверное, все-таки что-то должны делать. Писец. Старейшина. Время тикает. Наставник новобранцев. Удачи на следующем задании. Спасибо. Добро пожаловать, воин. Я писарь-кадровик братства. Если вы хотите собрать отряд, обращайтесь ко мне. Ну, чем могу быть полезен? Нанять? Да ладно. То есть... Окей, окей, окей. Не, я пока вообще, ну, нормально с таким отрядом. Что-то не ходит прям с важным видом. Так, это что? Военный врач. Приветствую, воин. Я Цельсий, лекарь и писец. Вы можете вернуться в бункер за лечением когда угодно, пока у нас хватает медикаментов. Но, надеюсь, вам это не понадобится. Чем меньше мы с вами будем видеться, тем лучше. Медикаменты, говоришь? Так. А что вот... Противоядие. Ну, допустим. 4000. Он мне... Ну, вот $61, да? Денег я не вижу. Деньги должны быть, да? Чтобы, ну, что-то это... Ну, допустим, нет. Ну, хотя, погоди. Давай одну попробуем. Обмен. Так, денег я не получил. Окей. Понял, понял, понял. Понял. Окей, ладно. Хорошо, хорошо. Чертов рейдер выстрелил мне в спину. Ну-ка, ну-ка. Оружие интендант продавает. Так они не дают же. Ничего не дают. Ну, то есть деньги-то я не получаю. Ну, у интенданта вообще нет нормального ничего. Хотя вот это сигнальная ловушка. Ну, тактикульную сторону игры я пока особо не прочувствовал. Ну, в теории, да, как будто можно, типа, тактикулить жестко причем. Но в целом-то я хз. Ну, разве что я могу... Да, попробуем так. Я ему дам вот это, вот это. Вот это. Вот это. Продавай интендант. Ну да, надо бы продать интендант. Было бы хорошо. Ну блин. То есть... Ага, понял. Допустим, 200.
100. 50. 20. 15. Фу, ровно. А, 9 бачей? Откуда? А? Откуда? Не понял? Чё? Ну, в смысле хлам продавать? А деньги-то откуда берутся? Так, окей. Да, просто он перекидывает бабки. Мать твою! Окей, все, без проблем. Все. Ну все, бизнес, сука, бизнес сейчас будет. Бизнес. Это, сука, бизнес. Вантус. Окей, так, ключ, наверное, мне не нужен, хотя он ничего не весит. Так, это дерьмо тоже продам. Слушай, получается, бартер-то надо бы прокачивать. Бартер надо прокачивать. Это тебя не хухры-мухры получается. Это тебе не хухры-мухры. Так, что у нас тогда по бартеру? Кто? Ну, как раз таки, да. Получается, надо все шоу закидывать. Все закидываем шоу. Так. Коктейли Молотова. Так, ну это по-любому шоу, потому что это его. Так, целебное дерьмо будем продавать. Наркоту, наверное, тоже будем продавать. Применять не буду за счет дебафов этих сраных. Ну, думаю, что это вообще того не стоит, очевидно. Так. Маузер. Давай-ка Маузер один будет на пользование, один продадим. Самогончик весь продадим. Нюка-колу продаем. Давай-ка один лом оставим, один продадим. Крышки от бутылок. Законное платежное средство в мире пустоши. А, да, серьезно? Все-таки у нас есть деньги. Откуда? Ладно, не суть. Пирожное. Протухшее дерьмо. Опять ядер кола. Ментаты тоже нахер нужны. Планшет. Так. Барматуха. Любимый напиток всех алкашей. Крепкая смесь метилена, ацетона и других. Пон. Выкидываем. Бафауты. Ну... Нет. Сильное привыкание. Тоже нахер не надо. Шов. Бартер. Делай. Так. Делай грязь. Так. Ну, есть мысль такая, что мне, по идее, бы с самого начала сейчас заниматься тем, чтобы
бабки накапливать, скорее всего. С одной стороны, я подумал, вдруг, может быть, мне патроны сильно понадобятся, но в то же время, типа, ну, на кой хер? Потом еще подумал про взрывчатку, потому что, ну, хер его знает, как будет. Может быть, толпа народу будет там, и надо будет как-то с ними разбираться. Ну, допустим, лимонка почем? Да? Сейчас проверим. Так, это не продаем. Это вы уже GTA 5 обсуждаете, как проходить будет? Ну, конечно. А как иначе? Все будет на картах, не переживай. Что будет на картах, я не понял. Только ты прям жестко не подсказывай. Вот и такое. А, подожди, это чё? Оно не весит ничего? Ну да, я тоже думаю, типа, патроны мне нахуй-то не нужны по сути. Трупов-то я по-любому налутаю нормально. Ну, 100% налутаю нормально. Ладно, с гранатами разберемся. А Маузер чё? 100 стоит. Ну, не знаю даже. Маузер. Патрон на дробаш есть, если что. Давай так. Все. Спасибо. Так, окей. Закидываем бабки целевому человеку. Ага, все. Так, детонатор. Та-та-та. Так, вот это вот сюда. Гаечный ключ давай-ка продадим. Обычный гаечный ключ, который механик используется для битья других людей. Вот. Им мы ничего не делаем буквально. Кроме как нападаем. Кольт. Кольт стреляет 45-ми. 45-е. Хорошо. Глазастику, пожалуй, дам. А, мне досягаемости-то подойдет, ёпта. Так, глазастику дам. Шов. Шов. Держи 200 патронов. Так, глазастик. У тебя такие. Так, давай-ка распределим. Это вот тебе не надо. Это тоже не надо. Шов. Так. Дробаши, патроны, так. У него всего понемногу. Но я правда не понимаю, что он так много весит. Наверное. Так, давай-ка ему 15. Так, оружие ближнего боя. Дай-ка биту глазастику. Угу. Так, Маузер 1. Пускай будет здесь. Ну, в принципе... А, бля, что? Чё? А. Так, Кольт Рейнджера. А, я, блядь, все кольты отдал. Ебать. Ну ладно, в принципе, у меня есть МП5 и норм. Пойдет, не страшно. Налутаем где-нибудь. Налутаем.
Гранаты и все фигня, копи бабки. Патроны на дроп. Да, разберусь. Сейчас подойду. И вас так оставлять нельзя. Ща. Так, и чё? Старейшина сюда пошел? Осторожнее с мутацией. Генерал Барнаки. Лес броминых. Вольно, солдат. Мы недооценили упрямство этих налетчиков. Почти сразу после вашей победы бандитам удалось похитить старейшину деревни. Это, без сомнения, сделано с целью сломить дух леса браминов, пока жители деревни еще не оправились от потерь.
счастью, один из наших осведомителей в лагере налетчиков нашел старейшину. Оказывается, налетчики держат его на окраине разрушенного города Фрипорт в лагере средних размеров. Ваше задание — отправиться во Фрипорт, спасти старейшину и выбраться оттуда. Наш осведомитель должен все еще быть в том месте. Его можно узнать по красной броне, чтобы вы не спутали его с остальными налетчиками. Но помните, хотя осведомитель очень неплохо платит за его услуги, он не член Братства Стали и не будет сражаться на вашей стороне, если дело осложнится. Собирайте свой отряд. Отправляйтесь как можно быстрее. Окей. Изи. Но... А чё они такие, типа, ну, конченые? Могли бы сразу убить старейшину. Кто их останавливает? Или они просто, типа, не в курсе, что смерть старейшины — это, ну, критическая тема для... Братства Стали. Вольно, солдат. Мы недооценили упрям... Окей, это было. Так. Хотя, Шов, дай-ка ты мне... А ты постреляй пока с люгера. О, понимаю. Да что ты не можешь-то? Ну, блять, тихо, не бейте, блять, ну что за дерьмо? Ну ебите вы, чё нахуй? Ладно, максимально обосрались. Понял, понял, понял. Понял, понял, понял. Да вообще. Позор Братства Стали получается. Это за что? Ага, все. А. То есть к нему подходите всегда обязательно. Понял. Вольно, солдат.
Странный тот момент, что они все такие, типа, некоторые разноцветные, типа. Так. Ну ладно. Вольно, солдат. О, ночью пришли. Где кто обнаружил-то? Угу. Дерьмо всякое. Так, обойдем весь внешний периметр сначала. А чё он лежит-то, блядь? Я тебя трахну. Да я тебя сам трахну. Видимо, вот идет бой в реальном времени, но это просто как бы, ну, пошаговая тема без остановки идет, как будто бы. Ну, именно в том плане, я имею в виду, что когда мой чел не стреляет, это просто означает то, что, видимо, сейчас ход врага или типа того, я не знаю. Странно, короче, как-то немного. Местами работает, местами нет. Ладно, не трать патроны. Вот разве что... А, 0. Есть. Да пора попасть, убить там, например. А, очки действия копятся.
Днем? Да ночью наоборот лучше. Ночная операция. Угу. Да и фигня. А, получается, тот чел был типа, ну, бухой, да? Который лежал лицом на земле. Может, по всему внешнему периметру пройтись? У него вообще не было патронов, что ли? У нее, точнее. Да, видимо, патронов не было. Кончились. Так. Вот на освещенных территориях они вот стоят некоторые. Вот они, да, хорошо попадаются. Так что нормально все. Все в порядке. Нам главное вот держаться подальше от освещенных мест. Угу, угу. Уставший енот, здорово. Ты мне в рекомендации попался. О. Есть имею. Здравствуй, здравствуй. О. Оно. Все, наконец-то. Так. У кого там не было? Ага. Отдаю тебе. О, здорово, тундра. Привет. Ты выглядишь потрясно. Спасибо. И ты неплохо, скорее всего. Так. Тут у нас идет Fallout Tactics. Выполняем типа тактикульные операции, но на самом деле это все по большому счету всегда превращается в какую-то клоунаду. Но это нормально. Браунинг, нифига себе. 2010 годов. Честно, вообще не фанат Fallout. Так, тогда, скорее всего, Silent Hill? Блин. Так. Тоже нет. Ну, тогда получается вообще... Ну, игры-то играешь, наверное. Я-то всякие разные игры играю. Чего только не играл. Так. Ага, понял. Так. А если я делаю вот так? Ага, оружие меня... Все, я понял.
Ё, ёпта, это изи. Феникс Пойнт как стратежка мне нравится. Что на ютубе кому-то в рекомендации попался? Да, да. И это хорошо. Так. Надо смотреть, надо думать. Получается тут это. У нее это. У него это. Так. Ага. Все, четко. Там самогонный аппарат стоит, можно по нему въебать, он взорвется. А, ничего себе, понял. Удивляет то, что YouTube кроме казино нарезок может рекомендации кидать. Ну у тебя же, блин, у тебя же типа, как его, твоя основная деятельность связана с казино, поэтому он тебя так и кидает. Да, самогонный аппарат взрывается. Ну как взрывается? Просто сломался на самом деле. Даже не взорвался. Я так понимаю, на суперсложности играешь. Эту игру нет, на обычную. А так остальные игры вообще по большей части играю, да, на сложных сложностях. С старыми играми не шутят в плане сложности. Да. Ух ты, черт бы тебя побрал. Скорпион. Так, блин. Ага, есть попадание. Тревога! Вторжение в лагерь! Просыпайтесь, ушлепки! Рожи пьяные! Если кого не увижу в бою, клянусь, лично яйца отрежу! Шевелите жопами! Если они сбегут, Боже, помоги мне! Я лично разобью змеевику аппарата! Это пиздец. Отбегаем. Давайте, суки, не боюсь я вас, нахуй. Всех рейдеров мира изъебем, давай, давай, давай. Вот это я выдал, так выдал. Ёперный ты штыт. Да.
Меня вообще удивил тот момент, что они, ну, как-то организованы, что даже сделали какой-то, типа, ну, какую-то тревогу объявили даже. Блин. Все-таки эти рейдеры не такие уж и алкаши и идиоты. Не, ну, по большей части они, конечно, такие, но... Так. Ты как? Нормально, нормально. Да, это жестко, ребята. И также начальник говорит на работе. Блин. Надеюсь, он никогда не разбивал змеевика у аппарата. Что бы это ни значило. Но он стоит там. Окей. Хорошо. Так, этого лутаем и этого. Четко, блин. Оу, yeah. Не, ну патронов у меня вообще, ну, жопой жуй. Супер дохера. Нормально. Так, 107, 300. Могу закинуть... Давайте 50 глазастику дадим. 50. Все, четко. Нормально. Все, изи схема. Поняли, да, как будет все работать у меня? Просто беру и переключаюсь на нужный мне ствол по кнопке горячей. И все. Дело решено. Если они вот будут подходить ко мне прям вплотную. Супер изи. Так. Так, там дальше пустошь. Давайте пока побережем этого чувака напоследок. Отбежим. Дота 2. Ну прям да, такая тема началась. Теперь давайте... Ага, осведомитель, кстати. Ты чё? А ладно, стой. Он вроде нормальный. Хотя нам же говорили, если все будет плохо, то он нам не друг. Может его убить, я не знаю. Ладно, еще будет время убить его. Да, любит же они копия. Супер, дохера копий. О, Богерс, это что? Магнум. И книжка. Книжку я читать буду, видимо, в бункере. Угу. Идем по краю. Удивительно, тут никого. У вас там холодно? В Якутске, ну так, да, сейчас уже похолодало. Правда, ну, я рановато, походу, одел зимнюю куртку. Но, в принципе, норм.
Son of a bitch. Так. Спали малютки. Блин, скоро вообще какие-то лютые холода начнутся. Ему было вообще насрать, да, на то, что он типа по нему стреляет. Он такой: главное не подавать виду. Пройду мимо, они перестанут по мне стрелять. Логика, конечно. Блин, у меня перегрузка. Твою мать. Как так получилось? Стреляй, блядь! Стреляй, долбоёб! Хорош. Хорош. По нему огонь. Лежит, блин. Ну чё, шов, пора доставать хилочку. Так. Угу. Так, этого я лутал. Нет. Перевес. Так, забирай. Забирай. Браунинг. Блин, интересный стол. У нас тоже мороз 26 градусов. 26. Так. Блин, а я даже не знаю, сколько у меня, ну, сейчас температура на улице. Прям точно, чтобы сказать. Ну, снег уже есть. Ну, не так, что прям много снега. Ну, там типа заледенение и так далее имеется уже. Ага, вот тут старейшина, видимо. Ух ты, сукин сын! Окей. Окей. Так, беру магнум в руки. Черт. God damn. Так. О, Екатерзен, здорово. Так. Что за рейдер такой интересный? Непонятно, непонятно. Сохраняемся. Все еще идет начало штурма. Сначала зачистим весь лагерь, потом уже вытащим. Не знаю даже, почему Twitch может лагать. Да причин может быть много, на самом деле. Охуенно, вы выстрелили мне в затылок, мадам. Тиммейт. О, старый... вот он, погоди, а там что тогда? Вот это я сейчас не понял. Будет ему урок, как меня хватать. Блять, калаш нахуй!
Так. АК-47. Ебать. Так, хорошо. Беру. Так, что бы еще? Блин, вот это я вообще классно играю, конечно. Вот это я налутался тут вообще. Уф. Не, ну если лагает Twitch, то залетай на ВК. ВК Play тоже нормально смотрится. А так Twitch, ну не знаю, сейчас-то он не особо-то прям сильно что лагает. О, открыл дверь. Пленница Рипли. Эй, пожалуйста, вытащите Блин, меня вот отсюда. это лицо. Пожалуйста, выпустите меня, и когда-нибудь я вам отплачу. А он что, так Сейчас часто у меня зависал? ничего нет, но если вы когда-нибудь окажетесь у меня дома, в Грейт Бенд, просто спросите Рипли, и клянусь, я отдам вам долг. Пожалуйста, пожалуйста, не дайте им снова прикасаться ко мне. Ебать ты побежала, ну серьезно, ну блин, вот почему я не хотел сразу ее освобождать. И куда? Спрашивается? Блин, ну ты побежала, конечно. Все, она ушла. Все. Че, давайте его трахнем в эту дырку? Жить какая-то. Так, глазасик получила уровень. Так, давай здесь сейчас. Давай натуралиста тебе еще прокачаем. Ну, на самом деле еще вот это вот нормально прокачаем. Все. Может, попробуешь поставить там какие-нибудь еще вещи, типа, ну не знаю, DPI еще дополнительно. Да, я прям... Это мои люди. Это мои люди. Мои. Так. Даю это шоу. Жалко, их переименовать нельзя, типа, знаешь, чтобы там, типа, Гудзону, чем этому назвать еще как-нибудь. Че, как тактик? Да вообще угарная тема. Капец угарная тема. Прикольная игра. Поначалу было непонятно, конечно, но я что-то прям катился нормально, хорошо. Угу. Оружки, пойло, вяленое мясо. О, день наступил, гляньте. Смена дня и ночи. Так. И смена режима игры на вот этот вот реального времени вполне себе прикольная тема. Я сначала вообще как-то, ну, думал, полная херня будет, но нет, в принципе, неплохо. О, Рейли. Он умер. Так, вы посмотрите на этого урода. И чё это? Еще ключ какой-то. Ключ в старинном стиле, круглая головка, простые зубцы. Только я предпринимать собрался, он тут веселуха. Да вообще.
Я тут конкретно уничтожаю. Так, глазастика лечим. Как всегда, глазастик. Давай дробаш. Да вообще, наверное, патроны дробовика все отдам Шоу. Да. Напомню, чтобы делать профильного бойца, скилл нужно качать выше 100. Понял. Понял. Уедь. Так. Шов бери. Да, все бухло шоу отдадим. А бухло вообще ничего не весит, да? Ну-ка, странно. Че, шов, у тебя нормально все? Перевес пока нет. Он с винтовочкой хорош. А я такой, ну, умно играю. Я просто горячие клавиши в нужный момент переключаюсь, и нормально. Кто-то резко подбегает к нам. Горячие клавиши, смена оружия. И все, чувака решетят очередью, либо с дробаша. Это уже вторая. Ебать! Ебать, еще один калаш. Сюда. Сюда. Так. Пока с перевесом все в порядке. Но в один момент, мне кажется, блин, будет тяжко. Ну да, я знаю. Блин, эти копии, они стоит их брать вообще, нет? Так. Я пока подумаю над этим. О, а это надо. Ты пошагово играешь или реал-тайм? Реал-тайм. В реал-тайм как-то пободрее идет. Это что за дерьмо? Брать даже не буду. О, ножик. Крутой причем. Учу гей стримы коросы тенутуэрга. Спасибо. Если что, ЕКТЗ написал... перед сном самое то смотреть хороший стрим. Или скорее хороший стрим перед сном самое то. Типа. Привет, так навек. Здравствуй, рад видеть. Ну да, мы всех заебашили, как будто все. Больше никого не осталось. Да, эти лутаны. Так, это течь. Давай. Все, вытаскиваем от старейшину и пошли отсюда. Слава божественному Брамину спасения! Ты здесь! Я пошел в кусты сделать воду, а эти паршивцы оглушили меня дубиной со спины и запихали в мешок. В мешок меня! Очевидно, этих кретинов никогда не учили уважать старейшин. Я мало что еще знаю, но вот что. Этот хвостун, который называет себя атаманом, прячет награбленное добро в своей палатке. Может, тебе имеет смысл нанести ему визит? Я готов уходить. Не забудь захватить меня, когда расчистишь нам путь. Откуда взял? О. Так проспойлерить хочется.
Не надо. Так. Ну, есть каналы, так сказать. Есть. Так, посюда мы не выйдем. А ты не проходил его? Это тактик? Не, я вообще к нему боялся прикоснуться. В том плане, что он вообще типа такой другой. Ну, типа, да. Ну, короче, в общем... Блин, куда бы его так нормально, безопасно кинуть? Чтоб потом ко мне предъяв никаких не было. Ща, погоди-ка. Сохранюсь. Угу. Если что, ты, вот, возможно, не заметил, но я тут свою фотку въебал. А, да? Ну, на тот момент, когда я это все делал, тебя вроде не было. Или ты был? Так. Ну, видимо, забыл тогда, когда ты об этом говорил. Ща. Если что, этот Extended есть. Да. А, в ВК Play лично писать нельзя, ничего. Ну, зайди в телегу тогда ко мне. Чё? Угу. Вов гоняешь. Путь чист, побежали. Серьезно, ты куда? А, он вот так выбраться решил. Ну, как скажешь, как скажешь. Старейшина бежал. Главная задача выполнена. Проследуйте в точку эвакуации, чтобы завершить задание. Изи, изи. Сапера? Ловушки, значит, что ли? Понял, понял. А осведомитель стоит. Ну, я хз, давайте убьем его. Расстрельная команда. К стрельбе готовься.
Готово. Окей, хорошо. Вот и работай после такого на Братство Стали, да, ребята? Объединять роли. У меня было 2 снайпера, штурмовики с пулеметами, гранатчик. Понял. А я хитрожопый дохуя. Я на первом задании поднял 3 уровня. Я когда понял, что можно так сделать, такой типа, погодите-ка, ребят. А так кто-нибудь вообще делал, типа? Да. Вот такие статы у меня. В разные концы карты и лутаться. Ну это типа так. Лучше так, одновременно. Ну я тут закончил, все, я тут реально всех убил, все это. А там какие-то копии лежат и там прочее. Вообще не важно. Херня. Можно уходить. Mission accomplished. Но по шагам он реально душно может быть местами. Хорошая работа, воин. Вернувшись в целости и сохранности, старейшина леса Браминов рассказал нашим инквизиторам, что его перевозили из лагеря в лагерь. Скорее всего, чтобы сохранить его местонахождение в секрете. К сожалению, его перевозили с мешком на голове, и он не смог заметить маршруты и местонахождение бандитских лагерей. Но он выяснил одну подробность. Похоже, что бандитов кто-то теснит с запада. Мы не знаем никаких деталей, но налетчики ни разу не вышли победителями из схваток с этой новой силой. Ничего себе. Может быть, это всего лишь испуганная болтовня суеверных бандитов. Но если это правда, объясняется рост их активности в нашем регионе. Братство должно разведать эту новую потенциальную угрозу. Судя по вашему докладу, осведомитель мертв. Это очень печально. Да блять, ну я не... Ну ладно, я загружусь. Ладно, я загружусь. А я его не убил? Вот здесь. Интересно. Погоди, это можно узнать. Не, он еще живой. О, слава богу. Ладно. Все, пиздуй, родной, пиздуй. Можно уходить. Все вместе. Окей, все-таки такие детали важны. Типа, осведомитель умер или еще что. Это очень хорошо. Старейшина... Угу. Хорошая работа, воин. Вернувшись в целости и сохранности, старейшина леса Браминов рассказал нашим инквизиторам, что его перевозили из лагеря в лагерь. Скорее всего, чтобы сохранить его местонахождение в секрете. К сожалению, его перевозили с мешком на голове, и он не смог заметить маршруты и местонахождение бандитских лагерей. Но он выяснил одну подробность. Похоже, что бандитов кто-то теснит с запада. Мы не знаем никаких деталей, но налетчики ни разу не вышли победителями из схваток с этой новой силой. Может быть, это всего лишь испуганная болтовня суеверных бандитов. Но если это правда, объясняется рост их активности в нашем регионе.
Братство должно разведать эту новую потенциальную угрозу. Осведомитель получил свою плату и сейчас отправился добывать сведения о новой угрозе. Вы правильно поступили, сохранив ему жизнь во время выполнения задания. Ваше внимание к деталям сослужит вам важную службу в братстве. Ага. Разведка докладывает, что женщина, которую вы освободили, не из ближней деревни. В этом нет ничего странного. Ведь сеть работорговли налетчиков довольно обширна. И хотя возможно, что вы спасли от ужасов плена всего лишь невинную жертву, ее все равно следовало бы привести на нашу базу для допроса. Не позволяйте сочувствию мешать выполнению вашего долга. Свободны. А как я ее мог привести для допроса? Что за бред вообще? Окей. Так. Ну чё, Шов, пора зарабатывать. Делать деньги, делать деньги. Окей. Так, ничего новенького у него не появилось, в принципе. Вроде бы, но тут есть какая-то импульсная перчатка. Клеймор. Ох, окей. Так, ну, броня та же. Мин стало побольше. Ну и все, в принципе, так. Хорошо, дальше давайте-ка мы берет-то. Давай продадим все. Маузер тоже нахер. Охотничью винтовку тоже продадим. Так. Все-таки у нас калаш есть. Угу. Так. Пойло говна. Погоди, пойло говна ничего не стоит, что ли? А, стоит, слава богу. А ядерку стоит. Блин, ну очень мало стоит. Даже почти незаметно. Так. Сколько времени? А я почем знаю. Так, Шов. Закидывай бабки сюда. Так, снова Шов отдаем всякое. Блин, вот Скорпиона, кстати, нормальная тема, наверное. Пока сохраним, скорее всего. Мачете. Блин, не знаю. Мне кажется, как будто бы будет какая-нибудь миссия из разряда ни выстрела, ничего, ебаш. Ну, скрытную милишкой, типа. Может быть. Так что пока сохраню. Так, всякое дерьмо отдаем. Вяльное место там тоже не надо. Так, все еще много веса. Ну, патроны как будто бы много веса создают. Дробовик пока не оставим. Битву продадим. 4. Все ножики отдадим. Все копии отдадим. Это что? Берет-то тоже. Тут, по-моему, какие-то козырные пистолеты были, но я их тоже уже отдал, да? Ну... Набор отмычек. Давай одну штуку продам. Я все отдал, блять. Угу.
Лучше охотничьего ружья нет на старте снайперки. Ну, поздняк, я уже все продал. Да, еще надыбаем. Калаш как будто бы вообще норм тема. По большей части, ну, по опыту, пока что... как-то... Все бои велись в основном прям с мили, среднего, ну, близко либо среднее. Поэтому калаш, он прям такой, ну, очень кстати был, очень кстати был. А что мощнее, интересно? Обычно бейсбольная бита или дубинка? Дубинка распространенная какая-то, если честно. Вот Браунинг, наверное, дорогой, кстати. Че он стоит? Ну да, такой, нормально. Ну как? Нормально. Угу. Меня вообще, в принципе, удивило наличие калаша. Так, Скорпион. Скорпион 9-миллиметровыми стреляет. Давай Маузер продадим. Так, мне патронов повер дохуя. Давай. Сделаем вот так вот. Короче, берем один Скорпион, закидываем сюда. Отдаем ей 300 патронов. И... у нее... у нее прям так вот, нихуя. Ну так тогда давай. Отдаем шоу еще. Вот так. Дробовик, конечно, прикольная тема, но пока вот пускай так. И ты тоже, Скорпион, возьми. Надо от этих патронов как-то потихоньку избавляться. Пойдемте-ка. Теперь в шкафчик положим вещи, пожалуй. Пилот Кристиан. Лол, случайно. Да, это так, памятная вещь. Так, ща. Почему кнопка инвентаря перестала работать, интересно? Я всегда И нажимал, и появлялось все.
Так, окей. Сейчас посмотрим по патронам еще раз. Пройдемся. 500, 117, 300, 200. Ага, патроны сильно весят много. Блин, прикинь, патроны весят. Так, хорошо. Тогда их надо оставить. Так, какие патроны лишние? Так. Ага. Так. Пускай у него так остается. Ключ еще какой-то нахер. А, ну да, я хотел... Так, 4, 10, 6. Все. Бейс. Пошли с генералом поболтаем. Дикарь. Тидук, Шоури. Ничего себе. Как много людей. Пожалуйста, примите нас в братство. Я Тидук. Мы с моими соплеменниками отправились сюда из леса Браминов, чтобы вступить в ваше братство. Все, кроме моей сестры Шаури, которая вернется домой с первым же торговым караваном. Бартер? Ага, пон. Шаури, вот он, кстати. Здравствуйте, меня зовут Шаури, а это Тидук, мой брат. Мы пришли сюда, чтобы вступить в ваше братство. Мы оба видели ваши деяния, и мы хотим стать такими же. Хотя, погоди. Ай, насрать. А хотя, погоди. Мой брат думает, что мне не следует вступать в братство, потому что раз братство, значит в нем должны быть только братья. А по-моему, в братство принимают и мужчин, и женщин. Так что никуда я с первым же караваном не поеду. Хорошо, хорошо. Да. А, бафаут, кстати, у меня есть. Как раз от крышки избавимся. То есть несколько раз можно поговорить, и разные диалоги будут проскакивать. Нормально. 300, кстати. Теперь 300. Еб... У каждого персонажа в этой игре есть свой уровень бартера? Мне не показалось? Это так работает. Потому что интендант, сука, как будто бы сцены безумно ебашит. Она взяла сейчас до 880. Так и в Fallout 2 было. Но это было не так заметно. А сейчас я прям сразу смекнул.
Ах ты жопа, блядь. Ах ты хитрый, сука. Ебать. Подождите. Где там наш доктор Айболит? Он-то не бартер, нихуя. Скорее всего. А погоди, деньга? А деньга? Ладно, дай противоядие. Противоядие прям дорогие. Ну, не знаю. У меня стимуляторов много, а противоядий мало, так что... Ах ты, сукин сын! Подлец говёный. Ты реально так... Ладно, ща подожди. Так, отмена. Галя, у нас отмена. Дорогой. Ага. Ножик. Маузер. Стаглы. Так. Теперь. Ага, прочитал. Что там у нас по... Круто. Хорошо. Так, поговорим с Тидомком еще раз. Прощайте, герои. Он как будто умирать собрался. Бля, сука, забавляет, как они спят иногда. Лицом вниз просто. Ну да, тут ничего нет обычно. Чисто по ролплею, если там шизу тянуть какую-нибудь, можно, типа, ты якобы сходил в душ, ложить туда броню, вся хуйня вот эта. Так. Генерал, сэр! Да, сэр! Вольно, солдат. Пришло время проверить, на что вы способны, послушник. К нам поступили донесения о крупном скоплении бандитов в одном из их главных лагерей. Это дает нам возможность расправиться с ними одним махом, чтобы не пришлось их выслеживать. Мы больше не можем мириться с их присутствием на нашей земле. Кроме того, разведка донесла, что в их лагере находится какое-то устройство, захваченное у новых врагов. Наши писари очень хотели бы изучить это устройство и выжать из него все возможное. Таким образом, у вас на этом задании две цели. Первая цель – добыть это устройство. Вторая цель – выкорчевать бандитов с территории, чтобы и духу их не осталось. Пришло время обитателям пустоши узнать, что на нашей земле только одна сила. Пленных из налетчиков не брать. Вы меня поняли, послушник? Я хочу, чтобы их кости белели на солнце пустошей. Провал неприемлем. Вы свободны.
Вольно, солдат. Угу. Есть, да, сэр. Да, сэр, да. А что за писец? Это животное такое? А. Писец разговаривать не умеет. Ну, этот чел, он как бы, да, типа нам нас новобранцев дает. Он так чисто глянуть на людей. Постараюсь вернуть хотя бы не по частям. Ну, вроде как их стало больше. А я в звании не повысился. Хотя, ёпта, я ж творил такие дела. У меня ни одного провального задания за любого за пояс притяну. Ну, блин. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Пойдем. А вообще, в принципе, по пути что-то может произойти, как будто бы нет. Вольно, солдат. Так, все. Мы на задании, салаги. Рок Фоллс. Блин, вот тут название, конечно, у американцев. Это, прикиньте, типа, мы бы назвали какое-нибудь место, просто камни падают нахуй. А здесь солнце поднимается. А там, если дальше по дороге ехать, там трава зеленее. Ой, черт. Как бы да, я вдруг внезапно понял, куда мы попали. Так. Угу. Все в порядке. Пиздец. Лежать! Хорош, хорош, хорош. Ну что ж, понеслась. А как они нас так услышали вообще? Или увидели? Патрулями ходили, что ли? Еще калаш. Блин, калаш, наверное, вообще хорошо стоит, кстати, по деньгам. Угу. Значит, они тут сидели и пивко пили. Ну, пора попасть, ребята. Хорош. Встаем. Угу, есть. Нормально. Блин, вот эта суета у них, конечно, началась внезапно. Жили себе, жили эти рейдеры. Насиловали, убивали людей.
Было им море по колено. И вдруг рейд, точнее братство стали такое, ебать, а мы чё нахуй? Сидим, ничего не делаем. Ну-ка начнем дела вести с деревнями там поблизости. И понеслось. Охуеть можно. Угу. Достали этого урода. А, у меня на русский язык был переведен. А, поэтому не работали хоткеи. Все понял. Так, мы туда вернемся. Мы весь периметр обойдем. Весь. Стоят, суки. А, можно тупо сюда прийти и лечь. Мощно. Славно. Ага. Теперь можно заняться этими чуваками. Хотя, наверное, на возвышенности есть снайпера. Опасненько. Но тем не менее.
Ах ты гандон. А хули мы стоим? Я не понял. Блин, прикиньте, у него патроны кончились просто. Блин, я по 21 опыта получаю. За вскрытие замков мне давали больше даже. Боже мой. Я реально мог себе прям нормально нафармить уровней. Вообще по красоте сделать мог. Но я надеюсь, в такой большой обширной зоне я найду закрытый ящик. Блин, вот это амбиент, конечно. Калаши, едрить. Вот это хорошо, хорошо. Беретушки, много беретушек. Так, ну чё, зайдем с этой стороны. А, ну там и зайти нельзя. Ну чисто получается, посмотрим, что тут есть. Ну, торгаш у меня есть, это шов. Я через шову буду все делать. Он наш бухгалтер. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. А как вы это делаете, ребят? Вместе такие, одновременно. Вау, калашей-то набрали, едрить. Да ты дерьмо. Да. О. Что они там делают? Блин, их там много. Туитологи. Туитология началась. Уходим отсюда. Зайдем с левой стороны. По центру, может быть, получится зайти, конечно, но вряд ли. Там нас ждет хлеб и соль.
Че он так побежал еще? Странно. Ворота. Да, ну ворота открыть типа можно, походу, но заходить вот так вот нагло. Мы все-таки тактикульные ребята. Так. Кажись, вполне себе реально подняться на стену и со стены попробовать всех сбрить. Блять, ебать, их много! А, сука! Тихо, 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 тихо. Кость какая белая. А, они в окопе лежат, все понял. Да, вот так вот и становишься оружейным бароном. Так. Сейчас глазастик у нас будет калашным бароном. Всё. Атаманшей даже, я бы сказал. Чё, реально никого? Ебите его. Хорошо. Идут, идут, идут. Ну давай уж, подходи, что-то. Слепота, ёб твою мать. Анлаки. Оу, резервуар топлива. А вот смысл туда стрелять, я вообще не понимаю. Ну типа, это же полезно для братства. Так. Угу. Окей. Так, что еще тут есть? Может быть, какой-нибудь прикол? У них тут даже грядка была своя. Дверь. Есть. Ага. Пришло мое время. Я бы охуел, если бы собака открыла дверь. Бу. Чё, норм там нормально? Так, они на стенах. Это проблема. Это проблема.
Четко. Roger it. I'm in position. Let's go. Ох, хорошо. Так. Блин, я дерьмо взял. Ух, кака. Какашки. М-м, 46, все. Глазастик у нас фул. Так, за этим пленником вернемся чуть позже. Хо-хо-хо-хо-хо! Тварь. Так. Вот так вот, блин, вообще. Всему готово. Нормально. Чуть что подойдут, сразу достаем узишки и въебываем нормально. Так, пацаны, будьте готовы. Стреляющая перчатка. Капец. Фантазер какой-то был на этом рейдере. Наверное, воображал себя этим железным человеком. Вот это вот. Да. Блин, я вообще не тем оружием стрелял. Так. Так. Предлагаю... ворваться. С узишками. Нормально. Очередью стреляем. Ключ. О, противоядие, дорогая херня. Не, ну это лутер-шутер. Так. Где рейдер? Ага, вот он.
Так, что по этому челику? Верстак. Не жилец. Вы из братства стали? Слава О! богу, что вы здесь. Мое имя не жилец. Я отправился на вашу базу, чтобы предложить вам свои услуги, и тут меня схватили. Когда я сказал им, что я писец, меня отделили от остальных и притащили сюда, чтобы я изучал это устройство. Совершенно не знаю, откуда они его украли, но такую конструкцию я в жизни не видел. Слушайте, вы можете забрать этот артефакт, если он вам нужен, только вытащите меня из этого ужасного места. Ну что, по рукам? Великолепно. Приходите ко мне, когда можно будет безопасно отправиться в путь. Встретимся на вашей базе. Эта механическая рука, без сомнения, и есть тот артефакт, о котором говорили старейшины. Теперь для завершения задания необходимо истребить всех налетчиков. Угу. Механическая рука. Гвоздодер. Блин, ну инструменты просто. Механическая рука. Да ладно, нет. 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 В смысле, синты? Типа, синтетики были в тактиксе? Это реально? Блять, ебать, он перед нами стоял. Рейдер Люк. Нихуя себе. Рейдер Люк, ты чё такой... Сука, на тебя колокольчик повесить надо, вот серьезно. Короче, переходите на одиночные. А то что-то вообще страшно как-то. Меня мои жить люди, по-моему, чуть не ёбнули. А, это, сука, имела... Понял. Все, вопросов нет. Кто-то меня так жестко ужахнуло. Чё это такое? Плавающий пирог, ничего себе. Он как остров в океане. Да ладно. Они хоронили своих ребят, типа, ну, по-человечески, нормально. Это реально? Такие рейдеры не такие уж и уроды. Ну, по крайней мере, эти. Потом уже, типа, в Fallout 3, там, 4 они вообще отбитые нахуй. Хуй пойми, какой народ. Мощно. Да ты просто обычный бандит. Да. Ну чё ты, ну подойди. Ё-моё. Хотя... Сейчас с этой стороны зайдем. Устроим им свинцовый дождь. Да блин, была возможность стрелять, кстати.
Нихера он попал, прикиньте. Тихо, 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 тихо. Ну-ка. Отрабатывай свои навыки. Да убейте его, лол. Да нет, он куда более выгодном положении, чем мы, серьезно? Да нет же. Крыс, стрельба лежа у этого щимба. Мы по нему вообще попасть не можем. Ну-ка, дай-ка пускай подуспокоится. Он попал еще раз. Так. Еще. Я охерею с того, что они не попадают по нему. Также я охереваю от того, что у него, ну, патроны не кончаются. Ебать на! Гранату кинул. Рейдер Боу. Ага. А, да ладно, какой-то крутой чел был. У него гранаты были. Блин, кто ты, воин, нах? Косая прачка. Он еще, блядь, оскорбляет нас. Скоро левель. Наконец-то он умер. Чисто лишь потому, что у него патроны кончились. Блин, охереть может. О, Брамин. И он при смерти. Так. Давай, шов. Пора делать швы. Он уже перебинтовали. Все. Лимит на перебинтовку окончен. Дальше бинтоваться нельзя. Тогда надо полечиться, кстати. Всё. Так, ну с этой стороны мы зачистили по этому периметру, но с другой стороны там есть на другой стене чел.
Вообще щадящая какая-то тема, что с этой стороны никого не оказалось на этой стене. На этой стене вообще никого не может быть. Да, черепов там вообще пиздец. Блин, у меня вот перевес чисто за счет того, что много патронов с собой таскаю. Ну охуеть, уже 700. Вот эти патроны давай-ка сбросим к херам. Ну-ка, давайте глянем на этого легендарного бойца. Да. Жалко, как в этом. Как в Сталкере у них нет каких-то уникальных имен на каждого. Было бы прикольно. У тебя в компании есть парочка красавчиков чужак. Наверное, одного-двух оставлю себе в качестве личных рабов. Посмотрим, каково тебя трахать. Ну, проигрывать тут не так уж и плохо, видимо. Вот и все. Нанук. Нанук теперь будет хороший, не надо больше, пожалуйста. Блин, бедолага с одним интеллектом, походу. Так. Ага, ага. Так, скидываем калаши. А, блин, зачем мне патроны? Ну, ментат еще возьму. Да ёпта, взял все равно. Так. В смысле заблокирован? О, твоя выпускать Нанук? Фиалка плохо делать, дикий малыш Нанука. Она делает плохие вещи, вещи, которые больно. Нанук теперь сыпь, плохая сыпь, воняет. Выпусти, Нанук. Моя надо шаман, моя бежать. Срочно надо шаман. Он. Блин, это... Как ее там звали? Ну, в общем, да. У бедного Нанука венерические заболевания теперь. Это жестко. А ворота не открыть, да, видимо, пока? Не, смотри, побежал, все. Хорошо.
Нанук свободен. Рейдер Бо. Вот сукин сын. Как же у него много гранат. И чем этот ублюдок тут занимался? А, ушел во все, тоже перевес. Так. Наверное, нахер эти ножи все. Ну как? Давай десятку за... А, не, наоборот. 3. О, ровненько вышло. Так, дверь. Занимались каннибализмом, насколько я посмотрю. Людей. А, о, сундук не вижу. О, сундук закрыт. Пришло время. Пора, родной. Пора. Так. Блин, я его запер. Открыл. Так. Беру. Большая научная книга. Угу. Запираем. Отпираем. Запираем. Отпираем. Я балдею с этого. Взлом 110, но я... О. Я сейчас как будто бы 5 рейдеров убил или типа того. О, ну нихера себе. И так, пока замок не сломается. Да, привет, Сергей, не убей. О, уровень. Так. Бартер. Может, ловушки прокачать ему? Или все-таки нового челика какого-то возьмем, он будет заниматься ловушками? Весьма интересный момент. Так, ремонт. Восемьдесят два, 15, 24. Это ты свой сейф как-то добавил или там был такой аватар? Да, я был в игре. Все это время. Мне было суждено играть эту игру. Добавил. Добавил, конечно. Да. Я бы охуел, если бы такая фотка была. Можно добавлять свои лица. Это да. Вот это прикол.
Блин, как будто взлом надо еще прокачивать, потому что не всегда удается. Но сейчас уже получше. Можно до 25 его поднять. Вообще будет прикольно. Тапаем хомяка, ребята. Или даже, скажем, кликаем по печеньке. Или по банану. О, 92. Неплохо, неплохо. Да, вот этот момент, конечно, не учли товарищи разработчики. А тут вообще, в принципе, она может сломаться? Ну, замок. Интересно. Да. Это ты свой фейс... А, ну, блин, я это уже читал. Блин, самое грустное то, что за одного убитого рейдера мне дают типа 11 опыта или 10. За скрытый замок сундука мне дают 55 или 15. Вот и думайте, вот и думайте. Да. Не, ну если какого-то именитого рейдера убил, то 200 дают. О, 4 очков, ебать. Нормально. О, смотри-ка. Ну, что-то случается в какой-то момент, и ты не можешь так часто. Видимо, просто надо, типа, ну, поделать что-нибудь другое слегка, отойти, и потом снова попытаться вскрыть. О. Откроем. Закроем. И вскроем. Точнее, запрем. О, запер. Да. Да, в какой-то момент какой-то, ну, барьер появляется непонятный. Или мне просто реально так не везет. Вот это очень странный момент. 100 уровень за горами, да. А я думал, что вот эту херню, да, ну, я догадываются делать. Там один чувак написал, такой, нет, я такой никогда не был. Да. Блин, по идее я вообще могу супер крутого чувака сделать, типа мега пилота и так далее, там вообще всего. Но узконаправленного специалиста, конечно, ну, куда важнее делать. Но еще прикол в чем? А, именно Нолан получает 15 очков опыта. Именно я. А я-то думал, на отряд еще распространяется как-то. Ну, нормально. Ну, чисто я один такой убер-мощный буду, получается. Забавно не. Да, блин, давай уже. Ёб твою мать. Что там, сколько? О, чуть-чуть осталось.
Еще плюс левел себе организуем. Надеюсь, тут есть перк мутация, или как это там называется, которая во втором Fallout была. Которая дает тебе возможность изменить один существующий специальный навык на что-нибудь другое. Вот это было бы славно. $98. Это да, тут команд собирать надо, каждому что-то свое качать, да-да-да. Но у меня чисто мега взломчик получается. Плюс, чем он еще хорош? Ремонтник. Плюс ремонтник. Но также еще все специалисты по стрельбе из легкого оружия. Это доктор. А она, ну, глазастик, она просто тоже типа умеет стрелять просто. Блин, я не представляю, каково вообще, типа, ну, брать с собой 6 людей. Прикинь, 6 рыл просто будет. Что за бред? Мне вот так бы оставить бы одного из сыновей, открывать и открывать замок. Но у него внимания не хватит этим заниматься. Ну, то есть в том плане, что ему супер быстро станет скучно, и он убежит нахер. Да. Тут только за зарплату надо вот кого-то садить вот так вот, чтобы он делал, сидел. За денежку. Да. Я могу, в принципе, этим заниматься. За деньги, ребят. Кому нафармите, ну, не знаю, плюс 10 уровней в Fallout Tactics. Easy. Час работы и будет все на мази. За уровень там давать, ну не знаю, по 300 рублей, типа, например. Нафармлю, типа, скажем, нафармлю, получается, 10 уровней. Нормально, 3000 рублей, хорошо. Да, прикинь, это твоя работа. Сидишь такой, просто кофе пьешь и фармишь уровень. А ведь такие люди есть 100%. Но не конкретно в Fallout Tactics, а вообще MMORPG-шки, там еще где-нибудь. 100% есть какая-нибудь такая срань. Примерно такого же типа толка. Это как в World of Warcraft, типа кабанов хуярить или типа того, знаешь. О, чуть-чуть осталось. Вот в этом еще в Fallout Tactics, знаете, чего не хватает? Какого-то окошка результата прохождения типа этого. Кто получил уровень? Я получил уровень. Результаты прохождения миссии. Вот это было бы вообще топовая тема. Так. Практическое применение научных навыков. Блин, взлом прокачать, что ли, еще? Просто такое ощущение у меня складывается, что если я прокачиваю взлом на, ну, еще
побольше, то он и побольше очков опыта дает, когда я взламываю. Так, ну давайте вот так вот, потом науку, ремонт. Хотя давайте. О. Ага. Все. Так, ремонт 100, легкое оружие, так, ага, все нормально. Все. Дальше наглеть не буду. Так. В этом здании остались последние рейдеры, скорее всего. Сейчас. Тут облутаем еще одного мертвого рейдера. Блять, ебать, нихуя себе! Блять, а я не сохранился, сука! Я дрочил этот замок, хуй знает сколько времени, ну типа, бля... Да. Карма настигла. Биосатсу Макодан. Здравствуй. Здравствуй. И чё теперь? Я 2 уровня просрал только что. 2 уровня. Ебать. Вот я конч. Просто. Как же меня игра наказала только что. Ёбана-бобана. Ладно, давайте хотя бы 1 уровень поднимем. Какая же херня, ебать. 10 минут всего. Ну блин, ну. Ебать. Да, симулятор дрочки сундука получается какой-то. Сейчас я слегка за максимум, ну, максимум сделаю на взлом, чтобы вообще не париться. Так. Да как у тебя может быть неудача? Ты что, прикалываешься? Ты так не шути, давай. О, 44. 15. 15. Интересно, какова вероятность, что я получаю 90 с чем-то, или вот 59? Ну, типа... Я, может, запираю его на какой-то более высокий уровень сложности замка, типа. А потом, когда я вскрываю его, типа, получаю побольше. Вот странный момент. Ну, кстати, побольше стал получать опыт. 75 уже. И куда чаще открываю. И закрываю. О, началось. Ой, ну началось. Ну не надо, давай. А что в такие моменты делать надо? Просто отбегать? Ну, давай отбежим. Да не стреляйте, блин, вы что, прикалываетесь? Так, а ты подбеги. Ну.
Ну, может, не надо обязательно отбегать. Может, надо просто подождать, типа. Хотя хер его знает. Вот так и вот какой-нибудь глупый свод правил типа делается. Просто получилось так, когда ты отбежал. И делай так дальше теперь. Да. Да, смотри-ка, что-то есть в этом. Скорее всего, очки действия, наверное. Я спамлю очками действия одно и то же действие, и оно типа со временем начинает типа быть ниже по вероятности успеха. Если я часто попадаю в успех. То есть много успеха равняется куда более высокая вероятность неудач. Да, видимо, так работает. Слушай, я понял эту игру. Капец, я понял. Ну, то есть, ходить, бегать, это тоже типа очки действия. А еще я могу, кстати, лежать и стоять, поприседать. Тоже рабочая тема. Скорее всего. Вот я жизнь фоллаутовскую понял. Точнее, тактикульную. Ну ладно, сейчас наберем, ладно. А так на всякий случай сохранюсь. Не то чтобы ко мне вдруг прилетела какая-нибудь бомба или типа того, но ё-моё, блин. Слушайте, а как заметить эту сраную мину, гранату или что там было? Они там клеймор поставили или пехотную мину? Просто надо типа подойти и ловушки прожать или что? То есть там свободный проход же был просто, а не дверь или ворота, калитка. Интересный момент. 101. Мне очень нужен, кажется, специалист по ловушкам. Внимательность типа сработать должна. Ну, у меня, ёпта, как его восприятие, только 10. Ну, это не хухры-мухры, между прочим. Может, просто медленно подойти надо. Ну, то есть, как играть таким образом, чтобы, ну, не сдохнуть вот так вот? То есть, ты такой думаешь, пройду-ка я игру No Death Challenge, вообще, типа, никогда не хочу умирать. Умираешь, начинаешь заново. Это же вообще жопа полная. Прикинь, класс брони меняется. 29. Вот оно что, Михалыч. Зависимо от положения твоего класс брони повышается. Прикольно. Не, кажется, надо реально отбегать, а не это. Или мне просто реально не везет? Да ну нахер, чтоб мне так не везло. Вот это жесть какая-то. Ну-ка давай. Да открывайся, лул. Прекращай давай. Ну давай поприседаем. О, тренируюсь. Все ради тебя. Давай.
Ах ты сволочь. Ладно, я типа дверь открою. Чем-то другим занимаюсь. Так. Вот, аж из дома выбежал. Зашел обратно. Ну, слава тебе, Господи. Я не понял. Я типа просто его настолько сложным замком поставил. Или в натуре надо было отбежать. Я порой не понимаю. 99 очков. Я, кажется, просто в натуре его на очень сложный замок закрываю. Чем выше уровень взлома, тем выше уровень замка при запирании. И порой иногда запирается не высоким уровнем, а низким каким-то. Но я иначе не могу как-то объяснить этот разрыв очков. Однажды 47, 50, 70, 90, 100, 118. Интересно очень. О, 64. О, 64. Так. Ну, хорошо пошло. Ой, хорошо пошло. Сорок 48. Угу. Началось. Так, выбегаем. Забегаем. Открываем. Блин, этот замок вспотел, что ли? Типа... Надо дать ему отдохнуть. Так. Да, смотри. Ладно. Будем делать круг вокруг ящика. Ай, случайно открыл. Угу. О, да, в этот раз как будто бы дольше это происходит. Хотя в прошлый раз у меня взлом не такой прокачанный был, как сейчас. А каков порог вообще, типа, навыка вообще в принципе? Насколько высоко я его могу поднять? Кто-нибудь поднимал его, скажем, на 200 очков? Что это давало вообще, в принципе? $300 вроде бы. Нихера себе. $300. В 300. Fallout 2. Понял. Потом, чтобы 1% поднять очков будет занимать много. Понял. Ну, это вообще, типа, нецелесообразно, конечно. О, мы у финишной прямой. 20. Нифига себе. Не, при таком проценте навыка ты, наверное, еще богом стрельбы становишься.
А что-то меняется в Fallout 2, если, например, его прокачать до 300 в красноречии, например? Смысла нет дальше сундуками левел качать, очень много опыта нужно будет. Ну, это да. Не, ну если прям будет не хватать, то это прям большой смысл имеет. Потом еще... Просто имей в виду, блин. Я за одного рейдера получаю 10 очков опыта. За запирание этого сундука 15. За удачное вскрытие иногда 20, 60, 70, 90, 100, 118. Самое высокое было. Вот и думай, блин. Так, и последний раз. Окей, смотрим. Так, чё? Давайте стрельбу до 120. Так, ремонт 80. Науку 60. Ох, пойдемте, пацаны, пойдемте. Братья, точнее, братья. Вы же мне братья, да? Ага, я обнаружил. Кто у нас молодец? Ловушки, ловушки. Так. Глазастик у нас молодец. Ну, я хз, справится она или нет, но мне кажется, она сейчас жестоко отлетит. Черт. Блять, ёбаный рот. Ладно, я придумал куда более лучший способ. Я думаю, это гениальная идея будет сделать это. Товарищ Брамин, успокойтесь. Мы люди не глупые. Мы просто постреляем. Да, ты что? Ну да, я понял, что так может сделать. 92. Ой, тихо, тихо, тихо. Уф. Вот это хорошо. Блин, вон они козлы, а. А как же Брамина? Брамины же взорвутся. Просто пусти вперед, ребят. Нихера вы что тут наделали. А там какая-то крутая тема. О-о-о. Так. Ну-ка, давай-ка с приседи. Ну, чел, 88. Не обосрись. Так, тут аккуратно. Мы как будто можем браминов бедных задеть. Блять, ебать, я чуть не сдох же. Это я получил въебало от мины или... Да. Боже. Спаси и сохрани. Блин, этот стимулятор гасится. Рок Брамина прилетел в лицо. Реально? Ну, там что-то такое написано. Брамин больше не думает, что взрывающаяся корова — это смешно. Бедный Брамин. Но это было похоже, на правду. Если бы так было написано, я бы охерел, конечно.
Блин, бедные браминушки. Так. Я его лутал? Лутал. Так, сохраняемся, конечно же. Не забываем это делать. Это база, это база. Вот. Какого хера? А как так? Да ебать, ну это пиздец какой-то. Как нахуй? Как? Блять, а как это? То есть нам до этого просто крупно везло? Анимация смерти топчик, да, прикольная. Нет, все-таки Fallout Tactics вообще прикольная игра. Я ее раньше вообще не понимал, но, блин, я сейчас как понял. В игре Just Cause 3 можно было нахреначить на жопу корову реактивными. Ну, Just Cause вообще, да, такая фановая игра, хорошая. Блин, ну вот представляете себе ебало человек, который типа сделает марафон Just Cause. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно, аккуратно, назад, назад, назад. Блядь, вот это повезло. Господи. Глазастик и Шов просто в рубашке родились только что. Они родились снова. Они лунтики нахуй. Я родился. Я не понимаю того момента, как тут бробины почти паслись. Какого хера? Как такое возможно? Жестко. Блин, эти рейдеры, конечно, сволочи, вообще не понимаю. Нет, вместо того, чтобы пасти браминов, типа, чтобы с них получить практически, ну, если, ну, при правильном подходе, типа, неограниченный запас провизии, они такие, ёбнем брамина. А может еще и сказали по типу, трахнем брамина. А потом такие, лол, давайте пустим брамина по минному полю, чтобы он там прошелся и взорвался. Так. Ну тут жизнь, кажется, какой-то супер-мега-рейдер сидит. Охуеть, обложил себя, сука, минами, блин. Мразь. Воу, снайпер, саха. Так. Угу. Так, понеслась жара. Ах вы суки, а. Прикинь, через дверь простреливают. Ща вскрою, блядь, я мастер открывать очко. Смотрите, сейчас будет врыв. Жесткий врыв. Я такой просто на горячую клавишу нажимаю, и мы достаем, короче, Скорпиона. Сейчас будет операция Рад Скорпион. У тебя слишком много либо ума, либо глупости, чтобы сюда заявиться, засранец. Никто, даже ваше братство, не смеет врываться ко мне в лагерь. Взять их, ребята, и постарайтесь одного приберечь живым для моей милой фиалки. Убейте их, быстро! С запада на нас надвигается куда большая проблема. Фиалка? Да стреляйте, блин, ебаната, сука! Теперь аккуратно. Аккуратно. Опа!
Вы добыли механическую руку и перебили налетчиков. Задание выполнено. Следуйте к сетке выхода для эвакуации. Красота. Операция «Раскорпион» прошла успешно. Ебать, так бывает, что ли? Боеприпасы закончились? Так, я тебе с удовольствием дам сейчас патронов. О боже, а я где-то 500 выкинул. Ладно, я за ними вернусь. Хотя, блин, чё я мелочусь? Держи все 200. Чё нахуй? Кто там стреляет? Что происходит? Ты откуда взялся? Так, сколько у меня патронов? 700 патронов. Это много. Так, сейчас еще надо будет фиалку найти эту. Фиалка, это, кажется, какая-то собака или... Ауч. Кто? Кто смеет стрелять? Я не понимаю. Ну да. Черт. 10 калашей. Вон он, тварь. Вон она. Блин, она, сука, она по периметру бегает. Давайте сюда, наверх. Блин, Шоф, а ты знаешь, что выкинь? Пистолеты выкинь, нахер они не нужны. Джесси. Так, бафауты стоят дорого. Я уверен, калаши прям хорошо стоят. Вот прям очень хорошо стоят. Возьми сраные ножи. Вот, Скорпиона тоже стоит хорошо, я уверен. Дробаш нахер забирай. Это забирай. Так, что тут еще какое-то дерьмо есть? Ну, пока вроде все. О, Скорпион. Так, давай-ка я тебе дам калашей. Выкинь ножи к херам, вообще не нужные. Погоди, он подобрал ножи. Кстати, у него есть уровень. Так. Ну, дай мне там 5 скорпионов, наверное. Теперь я перегружен. Господи, так, выкидываем биту говна. Книгу мы читать пока не можем. Пиво, гамма-глоток. Блин, как же много патронов. Как же много патронов. Так. Прокачаем ему 120. Первая помощь. И доктор. Открыто.
Это что у нас такое? Ловушки и улов. Это надо, это надо. Блин, может я стану этим мастером по ловушкам? Так. Патрон для дробовика. Как будто бы нахер не надо, не? Так. У нас прям конкретно специализация по вооружению. О, нихера себе. Сейф не взломаешь. В смысле не взломаю? Я его уже открыл. Поздно, поздно. Поздно, поздно. Я уже это сделал. Я уже. Так. Ага. Блядь! Ой, убил! Ебать. Так, кто из вас фиалка? Никто. Интересно, фиалка это бромин? Не знаю почему, но меня этот вопрос очень волнует. Может, он все-таки потрахивал корову? Это же рейдеры. Они такие просто рандомно берут и такие: йоу, ебать коров. Пиздец. Ебанутый. Фиалка, поход баба его, которая сну занималась рабом. Ну да, это была фиалка, да, ее так и звали, по-моему, даже. Да. Блин, бедный Нук-Нук. Он же в полном ахуе убежал. О боже, нет, меня ебалы. Теперь у меня все чесаться. И убежал. Да еб твою мать. Да честно, ну, пизду. И патроны. Может, все-таки как-то, ну да, поубавить все патронов. У меня 700 патронов. Ёккало мене. Многовато. Выгоднее стволов набрать, потом их продать. Пиздец, пацаны, вы ну чё? Так, маленькая операция Рад Скорпион. Выходим и ебем мужика. Все. Ага. Калашик. Опять проблема с весом. Опять проблема с весом? Звучит как реклама.
Хорош, хорош. Четко. Блин, мне интересно, а вдруг у него есть прям, ну, стволыч прям такой нормальный? А, не понял. Нет, подожди. В смысле? А чё он тут? Он же наверху лежать должен. Не? Не, ну все-таки как-то... О, глазастик. Ну где вы там? Ну ё-моё. Так, еще профессора сейчас вытащим. Этого не жилец, которого зовут. А, вот он, сукин сын. Подонок. Помню тебя, блядь. Стрелял по мне. Ну, у него калаш. Нихуя себе звуки в игре. Че такие реалистичные-то? Или просто громкие? Так, пошли. Сейф залутанный. Ну, операция прошла супер успешно. Супер-мега успешно. Ты чё там, блядь? У вас что происходит? Вы кого убили? Блин, они порой жестко тупят. Мы этого рейдера убили. О, еще один. Ха. Любопытно. Новое мясо. Одиннадцать 10 калашей. Блин, а знаете что? Ну, перевес это не приговор, нахуй. Доковыляем. Херня. Тут еще 500 патронов лежало, их тоже вы заберем. О, вместе с люгером. О. Я уверен, где-то еще есть рейдер. Да ты прикол. Господи, какой он ходячий прикол. Куда он побежал? Почему посюда? Ладно, выход у нас здесь.
О. А где он? Выбрался? А, вон он. Беги, Форест, беги. Припроводить ученый в безопасное место. Цель достигнута. Поздравляю, воин. Сегодняшний день вошел в историю. Атаманы налетчиков уничтожены. Их силы разбиты. Вам не помешает узнать, что трупы налетчиков будут развешаны на крестах по всему региону, чтобы другим было неповадно вступать на эту дорожку. Их база станет идеальным форпостом братства, так как почти ничего из ресурсов не пострадало. Великая победа! Но пусть она не кружит вам голову. Прикольно. То есть, как говорят топливный в бак если не братстве, взорвал, да? всегда есть следующий враг. То механическое устройство, которое вы добыли, очень странное. Наши песцы полагают, что оно предназначено для человека, потерявшего руку, в качестве замены. Самое удивительное, что, судя по всему, произведено оно совсем недавно, а даже братству недоступна столь совершенная технология. Но со временем мы выведаем все эти секреты и поставим новое знание на службу братству. Реально Освобождение захваченного песца было мудрым решением. Его познания о приборе окажутся очень полезны. Судя по всему, он в добром здравии и быстро оправляется от тягот плена. Мы немедленно направим его на курс молодого бойца. Продолжайте в том же духе, и, может быть, когда-нибудь войдете в отряд «Кинжал». Вы свободны. Отряд «Кинжал». Ебаха-муха. Механик. Так. Ща будет мега супер. Было ваше, стало наше. БС. Да. Сейчас будет супер мега. Блин. Стой. Вот я конченый долбоёб, блядь. Надо было им бартера качать. Сука. Я ему пушки прокачал чисто, знаешь. Ебать. Да за шо? Чё ж я такой глупыс? Так, ладно. Шоу. Психо. Антирадин. Так. Бафауты. Ментаты. Пухашка. Фрукты. Так. Плавающий пирог. Ну это вообще что за тема? Так, стоит почитать про него, кстати, тогда. Целебные порошки говна. И это дерьмо. И ядерколы. Классик. Не знаю, может кому-то понадобится, я хз вообще. Скорпионов до хера, да. Много скорпионов. Ну, пока все. Так, глазастик. Глазастик 12 калашей. Охотничье ружье. Пистолеты. И нахер дробовик. Эшов это все дает интенданту. Новое дерьмо. Так, что продаешь? Патроны для магнума, кстати, у него появились. Так.
Ну, чисто патроны. Силовой кастет, кстати, появился. Кожаная броня М2. О, кожаная броня М2. Это надо. Так. А тебе 23 калаша. О, динамиты. А это что такое? Пневмокопье. Блин, тут, по-моему, супер тупая идея играть за ближнего боя вообще, в принципе. Так. Кольты отдаем. 15 скорпионов. 2 дробовика. Блин, вот это, конечно, мощно. Пылящая перчатка. Ну, это бред какой-то. Причем это на зарядный, походу. Так, ментаты, пафауты, фрукты, целебные порошки. Так, противоядие пускай остается. А, пивас держи. Так, что тебе еще есть? Противопехотная мина Т-13. Вот это вот. Вот она, по-моему, нас взрывала, да, там? Ебейшие мины, блин. Моб-линик. Вообще, как челлендж, хотел себе сделать убийц ближнего боя, но есть места, где милишниками не пройдешь. Ну, я представляю себе такие места. Привет, мобильник. Здравствуй. Скорее всего, там какие-то какие-то ублюдки стоят и стреляют на возвышенности или еще где. Пока до них доберешься, тебя просто изрешетят. Ага, все, ништяк у вас. Я же... Ну да. А что еще? А что еще надо? А что еще надо? Так. Давай одну броню себе. Заслужил. Ну ладно, давайте глазастику дадим. Так уж и быть. Че, я совсем, что ли? Я ж не сволочь. Берегу своих ребят, в конце концов. Надо же их как-то это, ну ё-моё. Ты чё, ебанулся, блядь? 155 за броню? Пиздец. Вау. Сука, интендант, тебя бы убить. Но не буду, не буду. 6000 у меня. Нормально. Бейс. Так, тут есть пополнение. Писец. Дикарь. Шаури. Блин, эти стоят все такие. Примите нас, пожалуйста. Бафаут еще. О, Нанук, едри, чел, здорово, как дела? Шаман братства не лучше фиалки. Он делает Нанук какой-то инвазивный мазок очень больно. Нанук не пить пилюли шамана братства, отсыпь. Не верь тот, кто делает Нанук очень больно. Я смочить свой дикий малыш масло и прогонять злых духов огнем. Блин, он придурок. Ну типа, чё он не лечится-то нормально? Полечился бы. Чё еще скажешь? Бедняга Нанук. Ставант. С интеллектом 1. Нанук. О, военный врач. У него, наверное, тоже ассортимент увеличился, да? Не, чисто мое дерьмо. Мое дерьмо. Кстати, а чё за пирог с мясом плавающей зеленой гниющей жижи? Так, читаем книжки. Так. 35 стало ловушки. Ага, ну все-таки я, походу, иду по ловушкам. Теперь я самый лучший по ловушкам. Так, наука 60, да?
60 же, да? Да, 60. Смотрим. — 75, ёпта. Ну, тут журнальчики прям доставляют хорошо по опыту, на самом деле, да. Очень хорошо. Так, что там по людям? Ох, ебать. А я второй Silent Hill прошел уже. Гляньте на этого ублюдка. Громила. Легкое оружие, круг. Ловушки. 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 Слушайте. Слушайте. Кажется, я беру этого парня к себе в отряд. Черт побери. Так. Обычный фронтовой врач. Не, он ни хера не обычный, он крутой. Он со мной уж до конца, и глазастик тоже. Это мои пацаны теперь. Так. Этого чувака как зовут? Кейт. Не, ну, блин, ну вообще, конечно, это впечатляет, но это зачем? Что за бред? Ты о чем вообще? Так, Бет. Большая девочка, не толстая, именно большая, хотя с ее силищей она еще и довольно подвижная. Бет компенсирует это некоторым недостатком интеллекта, но ставьте ей сложных задач. Не ставьте ей, ага. А, она ближний, да, бой? Ну, блин, это какой-то мегаров уходящий. Хулиган. Метки. Блять, его буквально зовут Метки. Метание. А, он метать умеет, господи. Упор лежа. Ну, Джек Воробей прикольный, походу. Ну, чё он там? Ну, в принципе, ему дать этот пулемет какой-нибудь там, базук, то нормально, наверное. Силы ему не занимать, кстати говоря. Можно ему... Он бы, кстати, хорошо нам вещи таскал. 325 максимальный вес. 325. Блин, отряд большой будет очень. Я даже не знаю. Я даже не знаю. 325. А чем этот хорош был, я не помню. Легкое оружие. А, он ловушек. Ну, он полезный, да, он полезный. Ну ладно, я вот думаю насчет глазастика. Она, в принципе, такая, типа, ну, блин, ну, глазастик, ё-моё. Она со всеми вещами, да, скорее всего, уйдет туда. Ну да. Глазастик. Давай назад. Вот это отряд. Что думаете, ребят? Многовато? Или в самый раз? Блин, как-то...
Ладно, я придумал, знаете, как сделаем? Они, короче, с нами будут. Ну, может быть, в принципе... Я даже не знаю, что по оружию. Вау, у глазастика прямо, кажется, ну, нормально. Громила. Почему Леон из Рейка похож на Джеймс? Да скорее наоборот, потому что... Потому что Silent Hill-то посвежее будет. Но он вообще, по идее, типа, ну... Изначально всегда был такого внешности. Ну, как так совпало. Причем еще и их прически такие. Да. Ща, погодите, дам-ка я им, пожалуй, что-нибудь из ящика. У меня же что-то было, да? По-моему, было. Пистолетов там пару штук. Магнум. Ну, блин. Магнум, давай. Ладно, давайте куплю им что-нибудь. Так уж и быть. А, подожди, а что по бартерам у вас вообще? А, вообще полный голяк. Так, ну у нас шов все еще занимается этой темой тогда. Так. Ну, 2 калаша. Пошел-то нахуй. Блять, блин, какой он гандон. О, нет, ну это вообще грязь. Какая грязь. Ладно, нам придется, короче, сейчас... Из-за этого я не хотел играть в Silent Hill. Да брось, господи. Ну вообще Silent Hill 2, он такой довольно-таки... Не то чтобы душный. Ну, вполне себе играбельно, но... Не так, как я, надо играть в него. В плане, вот прям сидеть там, типа по 5-6 часов в него играть. Это Наши дела в этом регионе закончены, воин. Пришло время расширять свое влияние. Мы переносим основную часть наших операций в новый бункер на юге. Собирайте свой отряд и отправляйтесь. Встретимся там. Будет сделано. Ништяк. Все, пошли, пацаны. Так, ну тогда вещи с ящика вытаскиваем и уходим. Я так полагаю. Придется реально отдать кому-то из этих троих. Громиле отдам. Громила у нас все-таки такой. По легкому оружию дока. У него, по-моему, 130, да? Да, ёпта моя, 131. Все. А что за механик? Меня зовут Смит. Механик. Не старейшина Смит, не паладин Смит, не послушник Смит, просто Смит. Чем могу послужить? Окей. Дзен и искусство вождения. Так, подожди. Вот это внезапно сейчас, подожди-ка. Блин, у него, кстати, деньги все есть. О, хорошо. Я думал, как-то побольше будет стоить. Да. Блин, динамит. Чё-то я думал, я одну штуку дал. Ну, я думаю, новое противоядие найдем. Блин, он крышки вообще не котирует. Посоветуй, какую игру можно поиграть в оффлайн по оффлайн сети через Steam. По онлайн сети, наверное, ты имел в виду. Но если по онлайну что поиграть, ну, не знаю даже, что порекомендовать-то. Дай подумать.
По онлайну. Ну, в принципе, довольно-таки прикольно, наверное, поиграть в Arena Breakout. Она бесплатная. И, ну, она не через Steam, правда, но все равно довольно-таки крутая. Что еще есть? Еще есть... Еще есть. Вот в Steam, если поиграть по сети, то Space Marine 2 попробую. Его все хвалят, просто крутая игра. Я пока еще ее не смог купить. А так бы сам тоже играл бы, сидел уже. Ага, ну я понял. Так, вот, короче, Arena Breakout и Space Marine прикольные. Вот их попробуй. Уверен, тебе понравится. А особенно Space Marine 2. А Arena Breakout, ну, тоже прикольно. Тоже прикольно. Можно там нормально так с людьми пообщаться и так далее. Английский можно подтянуть, так сказать. О, нормально. Так. А, нихера себе, с психа так много. Так. Давай-ка одну штуку. Блин, коктейль молот вообще. Он что-нибудь стоит? А, ну, в принципе, что-то стоит. Кола. Она не весит ничего, кстати. Лучше отдам. Арена скучно уже играл. Left 4 Dead. Ну, Left 4 Dead, да. Хорошая. Особенно если есть с кем играть. Она довольно-таки угарная. О, все, походу договорились. Да, я ему фул говно отдаю. Кайф. Так. О, хорошо. Что там? 12 тысяч у нас уже есть. Так, улучшить навыки вождения. Что у меня по навыку вождения? Пилот 30. Так, читаем. 45. Огонь, огонь. Найти людей они там каждый вечер задротят одни и те же. Одни и те же. Интересно. Поскольку ваше посвящение теперь закончено, Братство открыло вам свою высшую цель. Обрывочные сведения, оставшиеся от периода до Великой войны, свидетельствуют, что древние потратили очень много времени на конструирование убежищ, чтобы обеспечить свое выживание. Однако недавно полученная информация указывает на то, что было создано особое, гигантское суперубежище. Это ядро сети убежищ было построено, чтобы защитить величайшие умы своего времени. И они должны были стать ведущей силой послевоенной цивилизации. Если бы Братству удалось найти это убежище и запустить его компьютерные системы, оно получило бы доступ к технологическим ресурсам, о которых раньше невозможно было и мечтать. Не говоря уже о доступе к самим древним. Но путешествие до рассчитанного местонахождения убежища обещает быть тяжким. Для осуществления задачи такого масштаба потребуется огромная армия, которая могла бы действовать на обширной территории. Был разработан план – следовать вдоль ревущей реки на юг, заключая альянсы, принимая новобранцев и, если понадобится, уничтожая агрессоров. На всем протяжении территории исследования должны быть основаны бункеры, чтобы обезопасить район действий. Когда Братство захватит неоспоримую власть в регионе, и его ряды пополнятся новыми рекрутами, только тогда начнется настоящая кампания. Начнется путь назад, через горы. Нихера себе. Так. Бункер альфа, бункер бета. Так, ну... Пошли, чё? Интересненько. А, погоди, а в лес Брамина, если я пойду?
Что там? Обалдеть, так бывает. Граждан? Это что за призраки нахуй? Так. Граждане. Блин. Citizens. Лучше в 4. Ну, я по порядку прохожу игру. Да, вот это странное событие, конечно. Просто призраки, идущие вперед по пустоши. Любопытно. Интересно. Ну, потом еще как-то чисто кругозор расширяешь. Одни и те же играть тоже такое себе. Причем довольно-таки любопытно следить за тем, как все-таки та или иная франшиза развивалась. В особенности было интересно смотреть за серией GTA, когда мы марафонили. Ну и тут вполне себе вообще интересно. Прикол. Я могу просто вернуться и залутать дальше. То, что было не лутано. О, ничего себе. Хорошо, хорошо. Так, а старейшин... А, погоди. Ну-ка. Тут шаман был еще. Вот тут. Блин, я же к нему тогда не подошел. О, житель. Надеюсь, шаман на месте. Не, ключевые персонажи исчезли. Ну тут, видимо, так будет везде. Олдскульные игры, знаешь, про Chrono Trigger либо Shining Force. Chrono Trigger играл, да. Не помню точно, проходил ли я его до конца, но я прям его долго играл, помню. Скорее всего, проходил, но уже не помню этого. Shining Force, скорее всего, тоже в курсе. Просто спрашиваю. Ну, да, как бы без проблем. Я вообще много JRPG-шек играл в одно время. Очень много. Хорошо. Волки. А чё бы нет? Волки это да. Wolves. Ага, вон они идут. Вот эти ребята. О, да ладно. О, да ладно. Тут еще домики есть. Но без лута. Че, только 3 волка? Блин, я стрелять. Господи. Chrono Trigger один из моих любимых игр. Ну там, да, сюжет довольно-таки интересный, прикольно. Как они путешествуют по времени с одного поколения в другое.
И там те или иные действия прям реально, типа, ведут к каким-то последствиям. Интересно. Зверомаг. Чё ебё? Что происходит? Чё за уроды вообще? Они надрессировали браминов атаковать людей. Чё вообще? Зверомагия? Так, пистолета. О, вот это уже, да, вот мы уже... Хорошо. Так, это я, получается, надо отдать Громиле. Так. Это чем? Кольт. 45 он стреляет. Да, в принципе, давайте, ну, вот так вот сделаем. Скорпион отдам Томе. Пускай работает. Так, надо ему скинуть. Так. Надо скинуть Громиле 100 патронов. Все, молодца. Блин, я ему магнум надал, но в руки ему не отдал его. Блин, совсем забыл. Мы же об одном и том же Хрон Триггере говорим, или это все-таки разные игры? О, что за жук? Жук-подрывник, огромная божья коровка, мутант, обладающий нестабильным химическим составом. Организм взрывается, если его разлить, раздразнить и разволновать, или есть... Чего, блин? То есть это... насекомое, как в Half-Life, которое ты типа такой бесишь ее и выкидываешь? Повелители зверей и тараканы. Звучит хайпово. Пиздец, их много. Хуярьте их. Не дайте подойти этому брамину, ебашьте его, ебашьте! Блять, не-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 не. Охуеть, что происходит? Ох, пиздец, это было близко. Ебать. Ну сейчас шов поработает. Швы нам надо прям много. Пиздец.
Ты видел, нахуй, они, блядь, жуками кидались, пиздос. Кто мог подумать, что этот такой сценарий в принципе реален, нахуй. Я только о них недавно говорил. И на тебе просто летят в меня жуки. Жуки-гранаты, ёпта. Слепота. Бля, подожди. О, нет. Сука, ты хочешь сказать, мы только тебя взяли в отряд, и ты ослеп хуям нахуй? Не, нормально. Но у него удар... удар ногой невозможен, потому что мы лежим. Блять, убейте его срочно. Спасибо. Армию уже себе набрал. Ну да, чё, надо. Крутимся, вертимся, как можем. Так. Ну ёпта, ты, блин, натуралист. Ты с нами типа, ну не просто так такая, типа натуральная. Знание растений, живот. Вот насколько это, блин, вообще типа никчемная, типа, ну, тема, я вообще не понимаю. Уж лучше стреляй как бог. А натурализм, ну, не знаю. Звучит максимально бредово. Погоди. Да, еще стому полечи. Ну это да, но я наоборот вижу куда больше плюсов в том, чтобы встречать какой-нибудь сброд. Плюс опыт, плюс лут. Ну это да, ну блин. Как будто бы... Хотя... Блин, ладно, в следующий раз прокачаю. А вдруг что-то непреодолимое ебанутое дерьмо встречу какое-то. А я не смогу им сказать... О, у них ядовитое копье, ничего себе. Не, ну эти сволочи очень опасные были. Зверомагия. Прикол вообще. А ладно, ядовитое копье я возьму, пожалуй. Почему бы нет? Будем лутать подчастую, у меня народу много. Ну, может и так. Тут как бы игра проходить миссии, он немного не похож на Fallout. Ну, это да, но, блин. Хочется как-то по максимуму, прям конкретно. Маленький тараканчик. Это еще маленькие, нифига себе. Это маленькие тараканы, если что. Господи, это дорога до этого сраного бункера, ёб твою мать. На кого мы наткнулись? А? Тут. Собаки. О, рейдеры. Блин, они жителей убили. Ну работайте, работайте. Он мне по лицу пнул, прикинь. Сволочь. Так.
Блин. Эх, они уже были мертвы, когда я пришел. Они даже как будто позеленели, что ли. А почему собаки такие разноцветные? Красные, коричневые, серые. Блин, что за красная собака такая? Так. Наконец-то, господи. Это что за знак? Мне 2 колы, пожалуйста. О, механик, кстати. Пек, механик, к вашим услугам. Чем могу помочь, воин? Ол сахалартан соғото хәрі әбеккенде стримна. Не, на самом деле много, но просто постоянных типа мало. Супер ремнабор. О, это мне надо. Так, это мне надо. Так, сейчас, подожди-ка. Отдаем. Так, все дерьмо. Не, давайте жука-подрывника продадим. Это он мне нахер не впился. Стремно держать такое в кармане, знаете. Пускай побудет его. О, идут. Пердуны старые. Плохо мне. Так. Супер ремнабор. 1, конечно. Давай и наличку тоже, давай сюда. Так, 1000. Не понял. А, я не тем чуваком подошел, по-моему. Так. Тогда получается ремнабор. Чё сколько? Погодите, я сейчас не понял. Вот я сейчас не понял. Какого хера? Бартер 14%? А, я, наверное, неправильно нажал. Ну-ка еще раз. А, ну да. Фу, что-то я подумал. Типа, в какой-то момент я подумал, что от бартера не зависит, а зависит от чего-то еще. Ну, типа, он механик, а я в ремонте там хороший, поэтому у нас, типа, получилось, что мы хорошо, ну, сейчас договоримся по деньгам, типа. Чуть не офигел с такого прикола. Чё-то не можем пока договориться. Так, давай-ка пистолет верни. Психа. О, психа дорого. Психа дорого. Так, еще 2 пистолета верни. Вот, уже близко. И давай я тебе дам... Ну, наличку отдавать неохота. Да, 1 пистолет дам, вообще не жалко. Все. Ништяк. Так, теперь ремнабор отдаем мне. Все. Блин, вот теперь любое дерьмо я смогу починить. Буквально любое. О, кажись, вот тут у нас продавец. Смотрите. Походу крутой бункер. Ништяков много. А, погоди. Вольно
солдат. О. Меня зовут Каллигари. Я местный интендант. Со мной можно говорить по-простому. Здесь, на моем складе, мы обходимся без чинов. Однако наши правила действуют, и получать мое снаряжение вы все будете по стандартной процедуре, без поблажек. Справедливо. А, ему передались... Ему передалось... Ага. Короче, все, что было у меня, теперь... Вот... Короче, все, что я продал там, теперь у этого челика. А ассортимент вообще не изменился. Все то же самое. Все то же самое. Ну ще как те ремейк Тихого Холма. О, спасибо за 80 рок. Но хороший ремейк на самом деле. Неплохой. Очень даже неплохой. Но они как-то сделали его странно. В том плане, что видно, что как будто бы это прям супер ощущается. Зеленый патрон копи у него. Да не, господи, у меня нормально все с этим. У меня, блин, все стреляют. Никто не успевает дойти до меня. Сейчас на следующее задание пойдем. Там разживемся этими оружиями и так далее. Вообще проблем не будет. Короче, еще по Тихому холму. По Тихому холму такая тема, что они поначалу очень много контента типа добавили. И, ну, ощущалось все вроде как бы более-менее норм. Ну, а потом резко что-то как будто бы раз, и они такие... Ну, хз. Вдруг резко стали идти к концовке. Как будто обрезанная, знаешь. Она очень такой обрезанной чувствуется. Причем сильно обрезанной. Под конец. Вот они всю игру растягивали, а в конце в мотеле, ну в этом отеле Lakeview, они просто взяли и такие типа, и все. Ты в темном мире, ну там буквально несколько минут находишься, сражаешься сперва двумя пирамидоголовыми и потом сразу идешь к этой, к финальному боссу. Потом еще и концовка какая-то странная, типа сделана в плане того, что она не такая, как в оригинале, именно в плане того, что она укороченная. Там просто монологом одним Мэри все тебе выкладывает и все. И пиздец. А в оригинале там, ну, хотя бы сцена была, где Джеймс стоит у кровати Мэри, и они тут, ну там, нормально по-человечески прощаются. И ощущается это хорошо. То есть я прошел игру на ту же концовку, что и в Silent Hill 2. То есть, по сути, это самая лучшая концовка считается, как будто бы, я не знаю, или это самая стандартная концовка. И прикольно. Там мне у ранчо Silent Hill дали бензопилу. И DLC будет. Там же несколько концовок. Ну да, когда я игру прошел, там было написано одно прохождение из 8. То есть, я не знаю, может быть, они намекают на то, что я должен пройти игру 8, сука, раз. Или там, в принципе, 8 типа концовок. То есть, можно было подумать, что, возможно, типа, тут как в этом Nier Автомате, где надо пройти игру 3 раза. Но на самом же деле нет, там типа все эти катсцены, они, ну, просто идентичные, одинаковые. И только лишь, может быть, концовка будет другой по какой-то, не знаю, особой причине. Я думал, было типа новую игру попробовать начать, типа проходить. Вольно, послушник. Как вам известно, братство распространяет свое влияние на юг. Однако наши... Подожди. Как пацифист, но там этого не получилось, потому что я получил новое оружие. Не знаю даже, не знаю.
Там в новой игре плюс было написано то, что там чисто появятся какие-то новые предметы и типа что-то еще. И все. Не знаю даже. Может, имеет смысл пройти еще раз, типа, Silent Hill на новой игре плюс. Может быть, может быть. Я могу попробовать. То есть, до конца прощаться с Silent Hill 2, типа, может быть, не будем. Может, будем проходить его на новой игре плюс, и я там уже ее просто тупо заспидраню. Потому что я там буквально все знаю, что нам нужно сделать, и ну, как-то легко пойдет. Без затупонов там пойдет все и так далее. Я даже, скорее всего, пушками пользоваться не буду практически. Ну, разве что пистолет возьму. А все остальное время буду пользоваться чисто бензопилой. Вольно, послушник. Как вам известно, братство распространяет свое влияние на юг. Однако наши каналы снабжения слабы, и потому их атакуют все подряд, бандиты и налетчики. Мы получили сигнал бедствия от одного из наших отрядов, сопровождавших эшелон с припасами через город Мейкомб. Один отряд оказался отрезанным от основной группы, и дорога позади него была перегорожена. Наш боец пока удерживает позиции, но он может погибнуть в любую минуту. Ему нужна немедленная помощь. Ваше задание – отправиться в Мейкомб и сменить выжившего бойца. Затем вы должны провести машину с припасами через город. Имейте в виду, что на наши машины снабжения нападают не только бандиты. Подавляющее большинство местного населения – голодные, отчаявшиеся люди. Наши машины снабжения перевозят еду, оружие и медикаменты – 3 самых ценных товара на пустошах. Удачи! И, послушник, пристегните ремни. Свободны. Окей. В смысле, я буду в машине? Про тёлку, про Анжелу имеешь в виду? Или Марию? Там какая-то херня была странная. Я даже не понял. В оригинале как будто бы там не была Мария, или все-таки была в конце. То есть, которая притворялась, что она Мэри. То есть все это время, типа, вместо Мэри была Мария. То есть там такой прикол был. Потом, если ты говоришь про Анжелу, то отвлечений там практически никаких. Просто она также идет наверх и сгорает. Ну, кончает жизнь самоубийством. Что еще? У Эдди все то же самое, буквально то же самое. Лора исчезает тоже, ну просто она убегает, и все, она типа злится на Джеймса, и все. Не знаю даже. Я вот что-то так подумал сейчас, а вдруг там по-другому пойдет все, не знаю, на новой игре плюс. Не знаю даже. Мне понадобилось 20 часов, чтобы пройти игру. 20 часов. Как вам известно, в Братстве имеется обширный арсенал оружия и брони. Большая часть нашего снаряжения относится к обычной распространенной категории. Однако имеется и высокотехнологичное снаряжение, для работы которого необходимы термоядерные батареи. Пока мы не владеем технологией, необходимой для их производства, мы вынуждены добывать эти источники энергии на стороне. Местом вашего следующего задания будет небольшое поселение дикарей неподалеку от города Пеория. Разведка сообщает, что дикари построили свою деревню прямо над довоенным складом термоядерных батарей. Хотя они ревностно охраняют эти батареи, вряд ли они способны понять их назначение. Должен сказать, что эти дикари давно перестали удивлять меня своими вывертами, но не следует их недооценивать. Они достаточно хорошо дерутся, чтобы выжить на пустошах, и их религиозное рвение, хотя и извращенное, придает им силы. Вы должны любыми средствами добыть не меньше 3 термоядерных батарей, но помните, воин, некоторые битвы выигрываются без кровопролития. Кто знает, может быть, когда-нибудь район Пеории будет поставлять нам толковых рекрутов. Можете идти. Вот и стелс-миссия, оказывается. Вот и стелс-миссия. Че в 2025 году выйдет новый Silent Hill?
фильм? Не знал, кстати. Интересно. Едва пронесло. Я уж думал, придется тебя шлепнуть, чтобы не спалиться. Ладно, короче. Пока мне платят, я тут зажигаю на форсажке. Сечешь? Возвращение Silent Hill. Ну-ка. Возвращение. — 2024 год написано. Режиссер Кристофер Ганн. Будущий художественный фильм режиссер Кристофер Ганн. Привет, Мао, здорово. Что делаем? Да, играем в этот Fallout Tactics. Так, погодите-ка. Так, азартные игры. Так, Шов, оказывается, у нас азартный игрок. Ну-ка. Да, Silent Hill 2 прошел до конца. Ну, довольно-таки прикольный, хороший. Но под конец их как будто прям жестко заторопили, и они решили прям сразу пойти к финалу игры, как будто там, ну не знаю, ощущалось очень странно. Ладно, нахер, поехали. Финальный босс оказался не таким уж и, ну, сложным. Я его намного быстрее убил, чем пирамида голового, блин, в первый раз. Сука, ну, хотя, справедливости ради, с пирамидоголовым я дрался подрочным. Я его без огнестрельного оружия чисто палкой забил. Ну, типа. Тараканы. Нахер. Вольно, послушник. Ну, наконец-то, и года не прошло, прислали подмогу. Ладно, прежняя группа сопровождения сейчас годится только на удобрение для мутировавших ромашек. Все в этом богом забытом городке спят и видят, как бы заполучить наши машины снабжения. Да, хреново тут. Через каждые 5 метров очередной долбанный завал, который надо расчищать. Народ тут злобный и мало чем от зверей отличается. Так что стреляйте первыми и прикрывайте друг другу спины. Ключи в машине. Удачи. Встретимся на базе. Пиздец, тут деловой нахуй. Ну ладно, типа сменил челика. Так. Гоняем. Хаммер. Что, я прям реально сяду в машину?
Так. А как выйти? А, Control. Ну окей, прикольно. Это хорошо. Для начала нам надо бы расчистить путь в натуре. А, ну и, кстати, все, скорее всего, могут туда зайти. Сейчас подойду. Или может... Давайте на сегодня закончим, в принципе. Уже поздно, завтра утром мне надо сына в школу отвозить. Так, да. Ну, блин, Fallout Tactics хорошая игра, классно. Будем играть дальше, пройдем до конца. Будем проходить, будем проходить. Так. Ну что ж, так, сейчас. Так. О, приходите ко мне в телегу. Телега у меня прям активная. Всякие разные классные новости там прочее уходят. Вот вам ссылочка. И сюда закину. Так. Также там я оповещаю о начале стрима. Всегда актуальные начало стрима, актуальные анонсы. Вот. Ну и потом также я еще занимаюсь тем, что все время делаю клипы, и из них шортсы выкладываю на YouTube, или, ну, полноценными вот такими вот клипами закидываю вот сюда вот, в телегу. Какие-нибудь интересные, веселые моменты. Так вот. Ну все. Надеюсь, вам все понравилось. Увидимся завтра. Посмотрим. Может, будем слегка поигрывать в Silent Hill 2 на новой игре плюс. Посмотрим, может, там что-то еще будет. Ну и Fallout Tactics дальше продолжим играть. Игра все-таки веселая оказалась. Довольно-таки веселая. Да. Да. Ну что ж, все. Всем пока. Всем спокойной ночи.